Ну что, всем привет! Всем привет! Мы продолжаем. И тут я читаю губы организовать или продлить сегодняшний вебинар так, чтобы он еще завтра и послезавтра шел. Классно придумали. Что, продолжаем с прошлого прерванного места. У нас мы говорили о подборе пигментов, и это была у нас, по-моему, какая-то каштановая, если не ошибаюсь, на чем глюканула. А вот рыжая с рыжими бровями, давайте, если вдруг я вчера говорила о ней, скажу еще раз. Обычно кожа у рыжеволосых с веснушками, она холодная, а цвет им нужен заживший, теплый, чаще всего под цвет волос, и, в общем, чтобы он не серил и не выбивался. И очень часто мастера заглубляются, потому что кожа обычно тоже тонкая у рыжих. Вот я, правда, не встречала прям очень толстой кожи у рыжих. Поэтому пигмент мы выбираем, вот, допустим, наш пигмент – это шатен. Он очень теплый, с красной основой. Но красного там не прям много, он теплый, но без вот этого красного пластилинового цвета, красный, который как бы в холод уходит. Тут, на мой взгляд, очевидно, рыжая с рыжими бровями. Просто нужно работать максимально поверхностно, чтобы не заглубиться, потому что чаще всего мастера просто-напросто заглубляются. Привет еще раз всем. Следующий слайд, пожалуйста. Шатенка, недалеко она ушла, в принципе, от предыдущего слайда. На самом деле, на такой вот девушке можно работать и каштаном нашим обычным, нейтральным, и шатеном тоже. То есть в зависимости от, наверное, подтона и насыщенности, которая требуется, и плюс еще в зависимости от растительности, которая на лице, потому что если брови очень яркие, растут пучками, то вам нужно будет работать плотно, ярким цветом, и, наверное, скорее всего, это будет уже не каштан, шатен, потому что плотно работать теплыми оттенками правильней, а прохладными оттенками, либо нейтральными, вы можете работать прозрачно. То есть, если бы у нее, допустим, были такие широко раскиданные брови, на которых растут волоски везде практически, просто нужно придать форму, то вы выбираете каштан, который просто создаст дымку. То есть вам не нужна там слишком какая-то яркая, насыщенная, такая плотная работа. А если это какие-то пучки, то тогда вы можете выбрать чуть более теплый пигмент, потому что на плотном прокрасе мастера иногда зарабатываются и уходят чуть глубже. Хотя вот в пальцах ощущения похожие, оно не меняется, но они уходят чуть глубже, и пигмент выглядит чуть более холодным. Поэтому вы должны на плотных вещах, там, где вы знаете, что вам нужно очень ярко и плотно положить, выбирать, может быть, чуть более теплый пигмент, особенно с учетом того, что, допустим, вы новичок, или вы вообще прям четко чувствуете кожу, вообще не заглубляетесь, тогда вы можете более безопасно работать и прохладными оттенками. Но про цвета я очень много говорила на колористике, на прошлом моем вебинаре, на позапрошлом моем вебинаре, и про толщину кожи, в зависимости от цвета волос, выбора пигмента, поэтому сегодня я так пробегаю галопом по Европам. Следующий слайд, что там у нас идет. Вот больная тема, как не создать контур на бровях. Во-первых, что такое в принципе контур? Контур, на мой взгляд, это довольно такая четкая линия по периметру брови, сверху, снизу, в головке, где нету ни одной зоны, где контур должен быть. Даже если клиент просит, либо волоски расположены таким образом, что нужно прокрасить плотно нижнюю часть, все равно это не должно быть четкой границы. Четкая граница – это то, о чем я говорю на, допустим, стрелках. То есть стрелка графичная, вот это та самая четкая граница. И это я называю контуром чаще всего. И мне следующий слайд, пожалуйста. То есть вот, допустим, вот эту работу, которая сверху, я называю законтуренной. Кроме того, что внешняя часть брови, то есть периметр брови, имеет четкую границу, еще и внутри брови у нас более светлый цвет, как вы видите. То есть, на мой взгляд, это вообще совсем неприемлемо. И я знаю, что некоторые школы просто-напросто учат сначала законтурить бровь, чтобы якобы не потерять эскиз, и затем уже прокрашивать середину. Я очень много таких работ удаляла, когда сама работала мастером, потому что, видимо, многие школы так и учат. Чаще всего мастера, которые пытаются так работать после обучения,
именно по контуру работают знаете, как самый глухой прокрас у них случается именно так, потому что именно там, потому что они очень старательно это делают. Это то же самое, что я не люблю на губах, допустим, когда вот эта вот граница, она прям очень ярко видна. Как его не создать, этот контур? Что там у нас? Следующий слайд, это в принципе бровь на латексе. И я сейчас вам включу небольшое видео, где я эту бровь штрихую. В принципе, вчера показывала Женя, и сегодня в конце этого вебинара, когда я буду показывать видео, ну, как я работала, я покажу вам фишечки мелкие, которые позволят вам не создавать контуров, но, тем не менее, фиксировать с одного раза и прокрашивать даже, когда вам нужна яркость большая. А как вы видите, как вы видели на предыдущем слайде, прокрашена пушистая бровь была очень ярко, то есть очень плотно в середине. Но из-за того, что края ее были легкими и воздушными, она не смотрелась тяжелой, она смотрелась такой, какую хотят все, ну, практически клиенты. Так, поэтому давайте смотреть видео, и я заодно буду комментировать, чтобы не уничтожали бедного оператора, который пытается передать макро. Смотрите, если, как я уже говорила, если начинать работать с хвоста, то вы, наверное, с очень высокой вероятностью, подходя к головке, просто начнете работать слишком поверхностно. И эта ошибка, она отличная. Такую ошибку можно совершать. Если начинать работать с головки, там, где кожа более плотная, более толстая и самая широкая часть брови, многие мастера размашисто также с таким же усилием проходят всю бровь, и когда стирают ее, понимают, что примерно от излома и до хвоста у них сплошные заглубления, потому что здесь очень часто бровь лежит на кости, особенно если лицо худое, то это прям вот просто кость, по которой чиркают и начинают заглубляться уже прям в изломе. То есть вот эти серые пиксели, точки появляются серые, либо прям вообще сплошняком до самого конца прокрашенная серым глухо бровь, это значит вы заглубились. Чтобы избежать этого, я всем рекомендую начинать с хвоста. На хвосте вы постоянно протираете. То есть вот я, допустим, прошла первый блок, начала его делать из середины. В зависимости от того, где у вас расположена насыщенность на брови, а она расположена, но вы должны выбирать место, где будете прокрашивать самым ярким способом. Самая высокая плотность пигмента, где у вас будет лежать, это зависит от расположения волосков. То есть если пучок расположен низко, то вы должны прокрасить плотно пигментом, много пигмента внести в кожу, вот в районе этого пучка, и дальше от него уже создать растяжку. Если это асимметрия, то вы, получается, на низкой брови поднимаетесь вверх плотностью, на высокой брови вы должны прокрасить середину, и там, где у вас по верхнему краю идет какой-то пучок, он должен как бы слиться и распределить градиент уже к низу. То есть они визуально должны встать на место, и насыщенность основная должна быть в середине. Поэтому вы можете начинать, как Женя вчера, это где-то в районе миллиметра-двух отступить от нижнего контура, а можете, как я, прямо из середины брови начинать. То есть кому как проще. Самое главное, не начинайте прямо от нижнего контура. То есть вот, допустим, у вас идет красная линия, и вы прям от нее начинаете чиркать. Иногда бывает, что стираешь, а там уже осталась такая яркая полоска, из-за которой вам придется прокрашивать всю бровь очень плотно. Если вы начинаете с середины, середина – это самое безопасное место, и вы можете опуститься дымкой к низу и подняться дымкой кверху. И это вот прям, ну вот на данный момент я не вижу более безопасной работы для того, чтобы контролировать вот эту мягкость границ внешних. И потом блоками вы поднимаетесь. Еще, вот как вы заметили, вот в середине примерно предыдущего блока есть такие 3 уплотнения. Они создаются, когда у вас очень стабильный штрих. То есть если пройти бровь вот так равномерно, прям с одинаковой скоростью, с одинаковым нажимом, как я говорю, вот блоками работать, чтобы зафиксировать форму идеально, иногда создаются такие как бы вертикальные полосочки
Не всегда, но периодически они создаются. То есть их вы можете нивелировать, просто еще раз пройдя вот так вот наискосок от нижнего края к внешнему. Таким образом вы и распушите внешний контур, и избежите вот этих каких-то уплотнений, неравномерностей, которые появляются именно из-за того, что из-за одинакового штриха игла бьет в одни и те же места. Есть еще вариант, когда вы как бы каждый штрих начинаете опускаете чуть ниже. То есть один штрих у вас идет вот так во всю длину, потом следующий штрих вы чуть-чуть ниже кладете, потом следующий вы чуть-чуть выше. То есть у вас еще пушистее будет вот это место, где соединяются блоки, внешний край каждого блока. И у вас как бы точки съедут относительно друг друга. Работаю я вот в этой именно брови примерно на скорости в блоке где-то, наверное, 7-7,5. Чуть дальше я покажу. Я не буду говорить сегодня о разных машинках, потому что это вебинар не о машинках, но я поговорю немножко о скорости движения руки и о разности машин. То есть, ну, допустим, вчерашний мастер Женя, она работает очень быстро, она любит работать на высокой скорости. Наверное, это не самая высокая скорость, на 8-8,5 это не самая высокая скорость на блоке, но мах руки у нее довольно быстрый. Я же люблю, допустим, работать на низкой скорости, то есть это 6,5-7, и мах руки такой неспешный, достаточно, как мне кажется, в этом случае я имею больше контроля над тем, что делаю. Но если вы любите махать быстро, то это тоже неплохо, ваша процедура, возможно, пройдет быстрее. Так, что, мы закончили? И тогда нам нужен следующий слайд. То есть я здесь показала на этом видео просто, как она равномерно, эта бровь создается, чтобы зафиксировать эскиз с одного раза. То есть если вы не будете скакать вот так, я показываю это во многих видео, и на вебинаре по губам тоже показывала, вы с очень большой вероятностью зафиксируете прям полностью дымкой, даже если, знаете как, это не будет идеальный прокрас с одного раза, то это будет хотя бы фиксация, и после, ну, с одного раза. И после того, как вы нанесете анестезию, вы четко увидите границы всего того, что вы сделали, даже если глубина была не прям идеальная, то есть если пигмента не очень много в коже осталось. Но если работать вот таким способом, то с очень большой вероятностью на какой-то коже вам даже не нужно будет делать второй проход, потому что, ну, кожа, если жирная и вы ошиблись с глубиной, придется, а если она очень сухая, то есть вариант, что с одного прохода процедура сделана будет, и это идеальный вариант. Так, теперь мы идем на головки. Я на ваши вопросы буду отвечать в конце прям вебинара. Сейчас лучше просто слушайте, и потом буду отвечать на вопросы. Как мы создаем головки? Я сейчас покажу тоже маленькие видео. Это самые простые способы создания головки. Обычно вот, это 3 вида головок, которые в принципе существуют. То есть там дальше уже просто это регулируется форма, не знаю, угол наклона регулируется вами или желанием клиента, или шириной брови, или наоборот узостью брови, то есть они немножко по-разному выглядят. Но примерно вот так выглядят все головки, которые нужны вашим клиентам. Что там нам? Первое, пожалуйста, видео. Круглая головка. Круглая. Ну, сначала я нарисую обычный блок, который предшествует этой головке. Смысл создания, как создается такая круглая головка, это просто, как, впрочем, и в изломе, как, впрочем, и на разных остальных типах головок, это когда вы начинаете из середины, потому что, опять-таки, это как бы середина головки, она с большей вероятностью в центре должна быть все-таки более-менее яркая, не прям абсолютно прозрачная. И дальше каждый ваш штрих, он просто чуть-чуть как бы съезжает вниз по отношению к первому. То есть такая как бы лесенка. И форму вы создаете именно контролируя, где вы прикоснетесь к коже. Никаких сложных закругленных штрихов я не делаю. То есть это просто обычные круглые штрихи. И если сидеть сбоку от клиента, это очень удобный штрих. Если переехать на другую сторону, это тоже очень удобный штрих. Если вы сидите из-за головы, то можно ее еще и распушить штрихом также на себя. Голову клиента можно ворочать, напоминаю вам всем, просто, не знаю, всяко. Потому что клиент готов свою голову снять и положить рядом с собой, лишь бы у него было красиво. Но я постоянно замечаю новичков-мастеров, которые гробят спину, гробят руки, там им все неудобно, глаза, но голова клиента лежит неподвижно. То есть ворочайте ее,
всяко разное, лишь бы вам было удобно создавать любой рисунок. По этой головке, я думаю, понятно. И в середину ее я немножко усиливаю штрихом наискосок. Он тоже очень удобен. Квадратная головка. Квадратная головка – это вообще, по сути, просто обычный блок, где штрихи прям начинаются четко на одной линии. Единственное, что вам нужно овладеть идеальным штрихом для того, чтобы ваш штрих не начинался с втыка. То есть это когда не такая посадка самолета на землю, а посадка вертолета. Я обычно такое сравнение на своих курсах применяю уже давно, наверное, уже последние года полтора. И оно как бы больше всего помогает представить себе. То есть когда самолет садится, он очень мягко и плавно садится. Если он чуть резче это сделает, то все это катастрофа. Взлетает он тоже очень мягко и покато. То есть это вот такой как бы вариант маятника. Но маятник полный – это такое движение по кругу. Но самолет-то он как? Он садится, потом едет по прямой, потом опять взлетает. То есть вот оно, это ваше идеальное движение. И момент, когда взлет и посадка, то есть это окончание нашего блока, и это тот самый воздушный край, которым мы соединяемся с другими блоками, либо это тот самый воздушный край, который создает форму квадратной головки. То есть она может быть у меня, потому что вот эта часть, она просто дымчатая, и там непонятно, штрихи лежат наискосок, полукруг это или прям вот квадрат. То есть она всем подойдет, это квадратная форма головки. И следующий кусочек видео – это скошенная головка. Обычно ее мы используем, когда своих волосков нету. Ну, это классическая форма, скошенная, то есть неважно, как она называется. Угол может быть разным, главное, чтобы он не был обратным. Вот этот обратный наклон, такие, знаете, брови Пьеро. Иногда мастера их создают нечаянно, потому что просто заигрались, и линии по верхней части головки получились длиннее. Я очень не люблю обратный наклон в головок, и он у меня прописан как нарушение в наших критериях качества, потому что ни одного человека такой наклон головок не украшает. И как они создаются, то есть я начинаю также ближе к нижней линии длинными штрихами, и верхний блок у меня просто каждый штрих, он как бы более короткий, и на большем расстоянии, потому что верхняя часть, она почти всегда в головке, особенно нам нужна более воздушная. И уплотняю, если это мне нужно, или не уплотняю штрихом наискосок. Ну, всегда бывает, что вот я, допустим, в головке крайне боюсь работать, и всегда работаю настолько прозрачно, насколько возможно, даже иногда с нажимом ошибаюсь, но моя ошибка, когда я стираю, там, допустим, пигмента нету или мало, это правильная ошибка. Так ошибаться можно с глубиной, потому что просто вот я боюсь испортить, я боюсь переярчить, потому что, как вы помните, начинаем от темного и работаем к светлому, потому что если вы начнете работать от светлого, это в нашем случае головка, и сделаете слишком ярко, то все остальное должно быть просто какое-то невероятно яркое, и это неправильно. Поэтому всегда старайтесь, это правило, которое используют художники, от темного к светлому, и здесь оно вам очень сильно должно помогать. То есть осознанно выбирайте темные участки, потенциально те, которые должны быть максимально насыщенными, и начинайте работу из них. Во-первых, даже если вы там немножко заглубитесь, чиркните глубже, чем собирались, бывает, рука дрогнула, еще что-то, эта темная часть, она чаще всего в середине брови под волосами, она безопасна. И когда вы наконец-то почувствуете, поймете, вы придете уже к внешнему краю идеальным, аккуратным штрихом на правильной глубине. И также точно наверх уйдете. Поэтому если вы будете придерживаться этих простых правил, прям осознанно, то у вас не будет этих четких контуров, которые все создают, начиная работать. Боже, некоторые даже начинают работать от внешнего края, от внешнего уголка головки. Это прям табу. То есть мои новички не работают так, они работают с безопасного, с хвостика, с темной части, потому что, как ни крути, хвостики все-таки и излом – это всегда самая насыщенная часть, это то место, которое мастера прокрашивают сильно. Так, идем дальше. На нашем курсе «Дистанционный мастер», который освоили уже очень много мастеров. Вот его адрес. Вы можете вбить его или вам сейчас кинут ссылку. Есть эти уроки и еще много других, и вы сможете
Сейчас, одну секунду. Вы сможете эти курсы пройти и этот штрих освоить либо самостоятельно полностью, без контроля куратора, либо с куратором. Почему я создала вообще этот курс? Потому что посмотреть и понять – это одно, а посмотреть и применить – это совершенно другое. И некоторые свои ошибки мастера искореняют только, наверное, к середине курса, аж под контролем куратора, который смотрит, поправляет, исправляет, еще какие-то видео доснимает, пересылает с учетом именно особенностей и каких-то ошибок своего подопечного, своего студента. Это, еще раз повторюсь, навык прикладной. Это навык, который появляется и пропадает, как ни странно. То есть если вы, допустим, имели большой перерыв, ушли в декрет и какое-то время не работали, он пропадает. Это как, знаете, реально каждому своему VIP-курсу, допустим, я готовлюсь сама, потому что мне надо вспомнить, как руки лежат, как оно делается уверенно все, потому что в перерывах между курсами, хоть они идут почти каждый месяц у меня, я не работаю мастером. Я реально иногда сажусь на первую свою модель, которую делаю там раз за 3 недели, допустим, и такая полчаса там сижу, вспоминаю, как оно, где оно, как руки поставить, как правильно линию провести, чтобы не дрожало и так далее. Поэтому этот навык, который появляется благодаря постоянным тренировкам. Если вы не художник, а я художник, который 10 лет учился, и, боже, после этого даже мне иногда сложно, когда я имею большой перерыв, допустим, в отпуск уезжаю. А если вы не художник, то у вас этого навыка просто нет. Вот его нет. И некоторые мастера просто не могут понять и продолжают делать вот эти вот законтуренные пятнистые брови с ярким прокрасом, который держится 5-10 лет. Ну, как вы понимаете, это неправильно. Во-первых, этот клиент к вам никогда не вернется, потому что сейчас очень много вокруг уже хороших мастеров. Вот. А во-вторых, эту работу на удаление, скорее всего, нужно отправлять. Поэтому, если вдруг вы захотите пройти, что я очень многим мастерам, судя по вопросам, которые задаются в чате, здесь очень много новичков, я очень рекомендую освоить. Если у вас нет возможности поехать на очное обучение, то вы можете пройти его онлайн. Длится оно 2 месяца. Вы можете учиться с куратором, вы можете учиться без куратора. Со мной, к сожалению, уже учиться нельзя, потому что набежало тоже очень много студентов у меня, и я закрыла запись к себе лично. Но вы можете обучаться с нашими очень опытными мастерами, которые помогут, подскажут, найдут все ваши ошибки и примут или не примут вашу экзаменационную работу в конце этого курса. Дело в том, что мы выдаем сертификаты, конечно, но не всем. Получить сертификат на этом обучении может не каждый, и не получает, наверное, может быть, каждый третий, как ни странно. Но люди понимают. И даже более того, к экзаменационным работам мы некоторых не допускаем, добро не даем. То есть им надо еще практики, им надо, возможно, приехать и реально очно уже поставить руки, потому что не все вот так легко могут схватить и понять. А есть люди, которые прошли, получили дипломы и сделали очень достойные работы, которые как бы через меня все проходят, я их вижу. Потому что без моего одобрения никто сертификат в онлайн-обучении не получает. Вот такие пироги. Если вам интересно, то я, кстати, не знаю, какой срок, в течение, по-моему, обычно недели у вас есть возможность приобрести вот этот онлайн-курс «Дистанционный мастер» со скидкой в 30%. Если интересно, пишите прямо здесь в чате, вам ответят администраторы. А мы пойдем дальше. Так, о постановке рук мы говорили очень много вчера, и еще сегодня я тоже буду говорить и показывать на видео. Вкратце, самое важное, что вы должны запомнить и постоянно думать об этом, когда смотрите на своего клиента, вы не должны искажать эскиз, и вы должны натягивать кожу в ширину, а не в длину. Длина у брови, как вы понимаете, это вот головка, хвост. Ширина – это вот в эту часть. Как вчера показывала Женя, она, и я, в принципе, тоже так работаю, мы натягиваем 2 пальцами, как бы даже сразу в 3 стороны. Это можно в длину
плохая идея. Иногда некоторые мастера визуально такое ощущение, что ставят руки, тянут в длину, но нет. На самом деле, в зависимости от кожи, есть некоторые типы кожи, которые, в принципе, натягивать особо не нужно, она вот так распределена, равномерно натянута. А есть очень тягучие, тогда маленькие участки. Но мы об этом поговорим во время видео, я прям буду показывать, рассказывать подробно. Следующий слайд. Работа на разных типах кожи. По сути, у нас есть 3 типа. Это толстая кожа, она же жирная, чаще всего, всегда, в общем и целом. Давай, слайд, да. То есть, как ее отличить? Во-первых, она всегда лоснится. Я уже молчу о том, что у косметологов есть какие-то такие смешные проверки. Прислонить лоб к стеклу и посмотреть, есть ли отпечаток. Но обычно жирную кожу видно и так. Она грубая, толстая, пористая, поры расширенные, часто есть какая-то угревая сыпь. И защип, то есть это вот когда вы берете ее вот так в щепотку. То есть вот у меня кожа нормальная, щепотка, не знаю, миллиметра, может быть, 2. А жирную кожу, ее иногда даже невозможно вот взять в щепотку, то есть собирается такая огромная складка, она плотная. И морщин на такой коже иногда даже и нету, да, то есть там не мелкоморщинистый тип старения, как на сухой, а такой прямо пластами повисает просто все. Короче, жирная кожа, она же толстая. Это значит, что слой эпидермиса, который вам нужно пройти, он толстый, то есть вам нужно применить нажим. Вам нужно чуть-чуть глубже работать, чем на сухой коже. По ощущениям, в пальцах это очень заметно. Наверняка вы уже работали и на тонкой, и на нормальной, и на сухой. Иногда бывает нормальная кожа, вот в этой части очень плотная и очень тонкая на висках. Почему, еще раз, я вам рекомендую начинать с виска, потому что в этом случае у вас вот здесь не ляжет, но вот здесь будет хорошо. Вот, и что там у нас? Сухая кожа, она обычно без пор, то есть поры либо очень незначительные, либо их в принципе нету, она как бумага смотрится. Она часто шелушится, у нее, у этого клиента вашего будут мелкие какие-то морщинки, прям такие вот, ну то есть сухая кожа, ее очень хорошо видно. Чаще всего в заблуждение вводит кожа нормальная, либо смешанного типа, но в принципе вот у этого блока большого, у него толщина-то примерно одинаковая. То есть я сейчас не говорю вам, я не называю толщины, потому что это в любом случае на тонкой коже и на толстой коже это доли миллиметра, какие-то там десятые. То есть это знаете, как там пара бумажных листов, сложенных вместе. То есть вот это слой в коже, в котором мы работаем и на толстой коже, и на тонкой. Мы не можем визуально оценить, насколько мы вошли в кожу, ну, кроме как, допустим, если, знаете, как, смотрите, если это вот носик, вот моя рука – это носик машинки, а это игла машинки. И если вы воткнули вот так вот иглу на всю, то это, конечно, неправильно. Но правильно работать всегда только самым кончиком иглы. То есть визуально вы должны иглу видеть. Есть аппараты, у которых вылет иглы очень маленький, но, допустим, меньше, чем на XCF, которыми мы давно-давно работали, там меньше миллиметра вылет иглы. Ну, там может быть 0,8, 0,7, вот, ну, от миллиметра, реально, очень маленький вылет. Но даже там видно, что, насколько ты вошел в кожу. То есть это, в принципе, конечно, можно глазом контролировать. Я не на одном аппарате, а я работала огромным количеством аппаратов, не работала так, что иглу воткнул и там шуруешь, как бы ты трешь носиком условно по коже, то есть игла внутри. Нет, такого не было никогда, ни на какой зоне, ни на какой машинке. Поэтому вы всегда работаете самым кончиком иглы. Вы ощущаете пальцами вибрацию. И заметьте, что я об этом много говорю на дистанционных курсах. Чем размашистее, длиннее штрих, тем сильнее вибрация. То есть если сесть и поставить рядом с Женей, когда она работает, и поставить пальцы на зону работы рядом с ней, вам покажется, что она работает очень грубо, глубоко. Но нет, это просто игла, она цепляется, когда проволакивается в длину. То есть вот это вот движение, оно создает вот это ощущение в пальцах, что ты работаешь очень глубоко. Ой, глубокое слово, глубоко. А если штрих маленький,
то это ощущение, оно прям очень такое никакое в пальцах, и у вас может появиться такое вот ощущение, что вы работаете очень поверхностно, еле касаетесь кожи, но в этот момент вы глубоко. Поэтому чем более размашистый штрих, и если он не уходит, если он не вот такой вкапывающийся, знаете, как вроде махнул широко, но локально в центре штриха прикоснулся к коже, воткнулся и вышел условно. А оно должно быть, ваше движение, всегда гладящим. И вот этот момент соприкосновения в длину иглы с кожей, он дает вам вот это ощущение в пальцах. Я почти всем студентам говорю, что вы не глазами смотрите, особенно на растушевке. Вы можете смотреть, как там появляются там точки или цвет появляется на коже, но прям смотреть на растушевке, насколько ты вошел в кожу, это бессмысленно, вы просто будете зря утомлять глаза. Вот в волосковой технике, да, я часто сама смотрю, где именно я прикоснусь иглой к коже и на какую глубину я ее как бы воткну в кожу. А вот в растушевке вы просто должны ощущать пальцами. Ваши глаза – это ваши пальцы. Так, итак, на жирной коже вы работаете, она толстая, так, как вам удобно, в принципе. И, как я вчера говорила, если вы видите, что остаток минимальный, а вы вроде как давите сильно, то вы можете работать под небольшим углом. Градусов может быть 70-65, то есть если мы чаще всего стараемся работать вертикально, то здесь под небольшим углом работать можно, но вы должны равномерно по всей брови работать, а лучше всего у внешнего контура и в районе головки, ну там, где вам надо работать более прозрачно и контролируемо, становиться снова вертикально. То есть это прям рукой контролировать и, может быть, поворотом головы, натяжением кожи. Если кожа жирная и рыхлая, вы наверняка тоже с этим сталкивались, потому что бывает кожа жирная, но плотная, она довольно ухоженная, то есть она толстая, но нету вот этого, знаете, когда прям сочится кожа, когда она вся в каких-то прыщах, когда она вся в каких-то уплотнениях, она вот прям сложная. То есть я работаю с большим количеством моделей, которые приходят ко мне на VIP-курсы постоянно. Где-то человек 150 каждый месяц вот так через меня проходит. И я понимаю, что это люди с низким достатком, почему они пришли моделями получить процедуру там за 500, за 300 рублей. Они за кожей не ухаживают. И почти у всех кожа именно такая. Она очень тяжелая для работы. Иногда приходится замедлять скорость машинки на толстой именно коже и работать прям не спеша. То есть вы, если на высокой скорости будете вот так махать, эта кожа, она вся сочится, из нее течет сукровица, кровь, там эти уплотнения, которые в коже есть где-то внутри, по ним задевает игла и остаются пятнышки. Поэтому приходится начинать работать вот медленно, обходя эти уплотнения. Но это если именно вот такая. То есть я считаю такую кожу одной из самых сложных. Потому что и заглубиться просто, и нужна глубина большая, как ни странно, потому что она толстая, но в то же время она рыхлая, и сопротивление оказывает не такое ярко выраженное, и мастера некоторые уходят как бы глубже, чем нужно. Поэтому пробуйте, начинайте с невысокой скорости. Невысокая скорость – это где-то 7-7,5, если вы работаете на критикале и на машинках примерно вот как Шайен или каких-то других татуировочных. Они все достаточно похожи друг на друга. Если это какие-то китайские машинки, они обычно очень скоростные. Из их скоростей я рекомендую выбрать тоже минимальную. На самом деле все китайские машинки, которые я пробовала, всеми ими нужно было работать на минимальной скорости, которая в эту машинку заложена. Если это какие-то машинки типа XCF, то она вообще могучая, и ее можно даже блоком было уменьшать скорость, потому что она слишком быстро иногда работала, она как бы разрушала кожу, не успевая иглу донести. То есть настолько быстро игла туда-сюда ходит, что она успела травмировать, но пигмент не успел остаться. То есть это если вы замечали когда-то, когда ты прошел, стер, там просто красная травмированная кожа и вообще нету пигмента. То есть это высокая скорость машинки, первый вариант. И второй вариант – это то, что большой вылет, и вы просто зря травмировали кожу, игла не донесла до кожи. То есть два варианта. Про жирную сказала. Какая? Жирная, рыхлая, она вот обычно из одной оперы. Следующий. Получается, мы проскочили. Сухая кожа – это прям очень поверхностно. Можно, в принципе, работать на высокой скорости, но очень-очень легко и очень поверхностно, и только вертикально. Ни за что под углом не работайте, потому что в такой коже это чревато прям такими
конгломератами некрасивыми пигмента, либо вам нужно разбавлять пигмент посильнее с водой, особенно если вы новичок. Но когда вы разбавляете водой либо специальными разбавителями пигменты, они начинают как бы течь, брызгать, и вам еще тяжелее будет. Лучше всего попрактиковаться на латексе много-много, чтобы быть уверенной в штрихе. Поэтому на сухой коже вы работаете максимально вертикально и прям легкими-легкими движениями, и постоянно проверяете, чтобы не заглубиться и не напятнить, потому что обычно на такой коже она тонкая, но в то же время плотная, остается много пигмента. И остаток по заживлению тоже большой. Поэтому и прокрашивать тонкие кожи нужно повоздушней. А нормальная кожа – это как бы что-то среднее между работой на сухой и на нейтральной. Там уже вы ориентируетесь по ситуации. Если кровит, работаете медленнее, потому что кровит чаще всего из-за близко расположенных сосудов, которые вы травмируете, и именно вот этими вот движениями резкими. То есть если вы чуть-чуть замедлитесь и будете более мягко работать и более контролируемо, тогда вероятность того, что будет прям сильно кровить, она гораздо более низкая. То есть вы можете прям взять человека, вот прям вот сегодня вы меня послушали, а завтра проведите такой эксперимент и напишите отзыв о нем. Возьмите, замедлитесь, если у вас машинка позволяет, то есть если это какой-то аппарат такой могучий, как Шайен или какие-то другие татуировочные, замедлитесь до 6. И вот так прям не спеша, аккуратно пройдите. Вы поймете, что когда стерли, у вас прям кожа сухая. Пигмент лег, но кожа сухая, потому что игла, она же у нас что совершает? Возвратно-поступательное движение. И когда вы ведете не спеша, совершаете вот этот штрих неспешный, она у вас тогда прям вот так воткнулась, вышла из кожи, воткнулась, вышла из кожи, вот ее движение. А когда вы делаете очень быстрое движение, то она воткнулась, и иногда она не успела выйти из кожи, но как бы кожу, так как вы ведете, она чуть-чуть травмировала. То есть если провести такой опыт на латексе, то вы сотрете и под большим увеличением увидите, что это не просто дырочка, такая точечка, в которой пигмент, а это точечка и маленькая такая как бы царапка. Точечка-царапка. То есть вот многие китайские машинки оставляют именно такой след за собой. Это не прям страшно, не прям критично. Просто вы должны понимать, что эта работа такими машинками, она как бы чуть-чуть более травматичная. То есть вы чуть-чуть больше повредили кожу, соответственно, кожа чуть-чуть активнее будет восстанавливаться, и часть пигмента уйдет, когда когда будет заживать кожа, когда будет она восстанавливаться. Поэтому чем ваша машинка и чем ваша техника руки более такая стабильная, что ли, и контролируемая, и чем меньше вы работаете на коже, тем больше остаток вас ждет по заживлению. Так, памятка по уходу у нас. Уход у нас очень простой. Тут вы можете прочитать. Я своими словами озвучу, тут у нас все зоны заодно. Смысл простой в уходе. Вы должны клиенту донести, что вы пигмент в кожу внесли, а кожа – это барьерный орган, и задача кожи – этот пигмент вытолкнуть. То есть кожа работает на самом деле против нас. Почему у возрастных очень клиентов остаток больше, чем у очень молодых? Потому что их метаболизм и вообще все процессы в организме, они как бы замедлены. А у молодой какой-нибудь девчонки, еще и спортсменки, у них вот так разогнано, и кожа активная и выталкивает все, что в нее внесли. С учетом этого вы и должны прокрашивать. То есть иногда мастера спрашивают, как остановиться, когда остановиться. Даже возраст нужно учитывать. Кроме того, что вы спрашиваете клиента, кроме того, что вы смотрите, какие пучки, какая растительность на бровях, какой цвет, и выбираете плотность прокраса, вы еще и учитывать должны возраст, потому что у возрастных остаток всегда больше, чаще всего больше. Так вот, через 3 часа вы моете с мылом зону, не то чтобы вы, ваш клиент, прям он может ватный диск намочить и прям хорошо-хорошо тереть зону работы, и до тех пор, пока ватный диск не будет чистым. И, в принципе, в этот день можно помыть голову, можно еще раз перед сном вот так же сильно протереть, потому что все-таки сукровица выделяется не только ровно там час, полтора или 2, у всех по-разному, но обычно максимально обильно она выделяется в течение 3 часов. Именно сукровица и пигмент, который она с собой вместе как бы вынесла, кожа вытолкнула, это то, что и образует корочку. И если ваш клиент
протрет зону работы вашей очень хорошо, прям очень-очень хорошо, то эта корочка, она будет как какая-то шелуха, как будто она загорела и там перхоть какая-то, что ли. То есть она будет настолько незначительная, что она не будет вашу клиентку никак парить, она ее не будет пытаться содрать, она не будет ее, там, не знаю, когда корочка толстая, на нее попадает вода, она таким шматком отваливается иногда. Вот прям в этом месте будет такой пробел, прям вот как шматок отвалился, такой пробел и получился. Когда корочка тоненькая, она как-то исходит, даже если они все-таки мочат, не так агрессивно уходит пигмент, что ли. То есть он прям равномернее остается. Поэтому уход очень важен, но уход чем проще, тем вашему клиенту его соблюдать проще. Мазать ничем не надо, никакой вазелин не нужен. Кожа сама себя увлажнит, в ней жира и сала достаточно, и тут не вот такая площадь, а всего лишь сантиметр обычно, а то и меньше, и как бы со всех сторон что-то да попадет из кожного сала на зону вашей работы. На жирной коже так там даже избыток будет. Поэтому задача клиента в первый день хорошо стереть все, что кожа вытолкнула. И со следующего дня, пока не сойдут корочки, вы можете своему клиенту говорить, что от 7 дней. Вот прям говорите, если раньше 7 намочите, то 100% будет уродливое, пятнистое все, и это будет только ваша вина. Пугайте как можно больше, чтобы вашу работу сохраняли как можно лучше. Если вы будете рекомендовать какие-то заживляющие кремы, там, мази, какие-то сложные техники, хлоргексидином 10 раз обработай, а потом станцуй лезгинку, то они запутаются и не будут соблюдать. То есть чем проще уход, тем с большей вероятностью они его будут соблюдать. Короче, первый день они хорошо моют, даже могут голову помыть в этот день, никак не помешает, можно зону мочить. И со следующего дня в течение недели минимум они вообще не мочат, а вообще не мочат до тех пор, пока корочки сами не сойдут. На сухой коже корочки держатся дольше, то есть они могут и 10 дней, и 2 недели продержаться, отдирать их нельзя. На жирной коже они обычно даже там день на 6-7 уже полностью сходят. Если вы донесете до своего клиента важность ухода, то ваша процедура сохранится в лучшем результате, максимальном количестве пигмента, который вы радостно увидите на коррекции. Очень часто я вижу неправильный уход, который рекомендуют, и вы как бы свою работу портите этим. Ну что, идем дальше. Как фотографировать? В нашей сети это 2 варианта. Это фотоаппарат и телефон. У вас, у всех, я уверена, это только телефон. Фотоаппарат у нас это такая вынужденная необходимость, потому что мы контролируем большое количество мастеров, которые должны делать работы, которые соответствуют нашим внутренним критериям. В принципе, правила одинаковые, просто на фотоаппаратах много сложных настроек, я о них говорить не буду. Сейчас телефоны делают настолько потрясающие красивые картинки, что вполне можно обойтись телефоном. Поэтому фотографируем на расстоянии, если это портрет, в примерно минимум полметра от лица, чтобы не было перспективного искажения, чтобы не было большого носа и уходящих куда-то в сторону глаз, расползающихся. То есть ваш клиент должен весь войти в лицо, вы лучше немножко приблизьте, то есть вы отдалились с камерой и немножко приблизили зумом. Все, навели фокус, сфотографировали. Никогда не фотографируйте со стороны подбородка, потому что в этом случае вот эта часть, никто ее не любит, она у всех не очень красивая. Фотографируйте со стороны глаз, но и не переборщите, не фотографируйте со стороны лба, потому что, то есть вам нужна, по сути, зона работы, и она должна быть перспективно не искажена. И фотографируйте до и после в одинаковых ракурсах, потому что вашим клиентам или вашим студентам, если вы собираетесь преподавать, нужны работы в одинаковых ракурсах, что было, что стало. Я сейчас дальше покажу, как обрабатывать некоторые фотографии. Да. В принципе, вчера Женя показывала прямо во время вебинара. Если кто-то не видел, то вы сможете посмотреть в записи потом, как фотографировать и как она фотографировала. Но не фотографируйте, самое главное, с перспективным искажением, когда искажение идет. Так, мне сейчас нужно планшет подсоединить. Норм? И водички попить. А когда будет у нас час, скажешь, Юр, чтобы мы прервались, пожалуйста? Уже час? Давайте.
Сейчас я расскажу про обработку фотографий. Это вот 3 моих любимых приложения, и потом мы на 5 минут прервемся, хорошо? Тогда я потом попью водичку, ладно? Так, ну что, выберем какую-нибудь вот барышню с кожей, которую нам нужно будет обработать. Что я подразумеваю под обработкой? Так, что оно у меня тут новое, это предложение. Они предлагают купить, я не хочу. Что мне делать? Подлецы. Смотрите, уже пошло, да, все. То есть вот, допустим, у нас простой стандартный портрет. Я ни в коем случае не призываю вас трогать работу. Вернее, я призываю вас не трогать свою работу, потому что вот эти все изменения, когда что-то где-то кто-то подкрасил или изменил по форме, они видны, потому что только профессионалы в сложных программах, таких как Photoshop, например, могут это делать так, чтобы там обыватель не заметил. Но какие-то ужасные обработки, они всегда видны. Смотрите, вот, допустим, здесь есть смягчить. То есть, если вы видите, ваш клиент, работа хорошая, но у него ужасная кожа, и это может вызвать какое-то отторжение у тех людей, которые будут ваше портфолио смотреть, вы можете выбрать, то есть, что тут у нас, ну, его прикол, его обновили, и что я делаю? Я просто сейчас пальцем, я вам покажу, и заодно там покажу. Я пальцем возюкаю по ее проблемным местам. То есть это место, где поры расширены, это место, где обычно, ну, такие самые некрасивые места, которые бросаются в глаза, их немножко эта программа смягчает, она становится более какой-то миловидной, без фанатизма. То есть, ну, обычно это вот эти вот зоны самые сложные в лице клиента. То есть вы прям можете по ним пройтись, она не меняет цвет, она просто как бы фактуру меняет. И лицо уже становится таким чуть более приятным на вид. Потому что, как вы знаете, в портфолио выставлять нельзя очень старые лица, допустим, красивая работа губ, шикарная ваша работа, а вокруг нее усы, которые клиент не соизволил выщипать, а вы никак не потерли. И 100%, что под этой вашей красивой работой будет миллион комментариев: боже, какие усы, у нее усы как таракана, какой кошмар, у нее усы. Поэтому лучше удалите, клиенту не обидно, и ваше портфолио будет выглядеть привлекательно. Так, ну, допустим, мы тут ей что-то сгладили, уходим в следующий. Что тут можно еще сделать? Отбелить. Иногда бывает клиент, который улыбается, а у него желтые зубы ужасные. И ваша тоже красивая работа на губах или, в общем, портретная классная фотка портится желтыми зубами. То есть вы можете их отбелить. Класс? Клиент сам себе понравится, увидя себя у вас, там, может, пойдет зубы отбелит. Иногда после работы на веках, допустим, у вас краснеют глаза у клиентов, и на фотографии это видно. Вы можете тоже это сделать, то есть здесь глаза и так белые, то есть вы просто чуть-чуть вот тут вот помазюкали, и глаз становится таким более белым, причем очень натурально белым. Он не становится как бумажка белым, а эта программа создана для того, чтобы люди сами себя украшали и нравились себе там в своих соцсетях. То есть она для обывателей создана. Фиксируем это действие. Что, идем дальше? Детали. Смотрите, детали — это просто когда вы делаете что-то более ярким. Если вы сделаете более яркую работу, то там вылезут все недостатки. Опять не призываю. Но смотрите, можно что-то сделать вот с глазом. То есть вы по нему проходитесь, и он становится очень такой сочный, прям шикарно. Если этот глаз сфотографирован как-то в 3/4, то просто на ваш этот, ну, глаз вообще волшебная штука. И если там бровь красивая, а снизу глаз какой-то мутный, некрасивый, никто никак не обратит внимания. Но если у вас красивая бровь, а снизу еще и красивый глаз, то эта фотка в ленте привлечет внимание ваших потенциальных подписчиков. Смотрите, видите, у нее сейчас глаза немножко разные, хотя действие простое. Я к чему? Дело, даже выставляя работу, вы можете лицо клиента сделать прям вот таким фау-пау. Вообще, класс, огонь, супер.
Вот, идем дальше. И здесь этим вы можете регулировать ползунком, видимо, количество изменений. Программа называется Facetune. Facetune. И таких программ много. Просто это, знаете, я залезла, нашла, ее посмотрела, она вроде прикольная, все, я не лезу другие искать, их много, и они между собой конкурируют, и есть даже, возможно, более прикольные, просто это очень интуитивная, очень простая. Так, что еще? Идем дальше. Тут можно менять фоны. Вот, допустим, смотрите, хороший закрасить, кисточка там была изображена. Это прикольная штука, когда у вас вот тоже вот такое вот лицо. Бывает очень симпатичная девушка, но у нее прям синяки под глазами, и вы ничего не можете с этим сделать. Что вы делаете? То есть это можно делать пальцем, можно делать стилусом, у кого что в телефоне. Телефон это все сенсорные. То есть вы выбираете зону, где вам нравится, ну, ой, нет, сейчас я неправильно сделала, это нужно... Можно, то есть если вы где-то ошиблись, вы выбираете ластик и это удаляете. Здесь все поправимо еще. Вы выбираете подбор. То есть вы выбираете палитру, если это подбор, то вы выбираете место, ну, с которого вы как бы возьмете цвет. Если вам нужно убрать синяки под глазами, то вы должны взять цвет максимально близкий, но красивый к тому месту, где вы будете работать, потому что на каждом участке лица у вас цвет совершенно разный. То есть если мне нужно убрать красноту на носу, то я должна взять вот где-то здесь рядом с носом, не вот здесь, потому что здесь много коричневого, не вот здесь, потому что здесь розовый поросячий. То есть они разные в разном участке лица, понятно, да? И, допустим, я выбираю подбор, выбрала цвет и просто вот... так, сейчас, блин, ее обновили, я сейчас уже забыла, как ей работать сама. Я просто в них не особенно работаю, ничего не обрабатываю. Вы выбираете закрасить кисточку и... Смотрите, видно, да, меняется. То есть одним движением проходитесь по вот этому мешку, по темному под глазом, он становится светлый, и ваша клиентка становится более привлекательной. При помощи ползунка вы регулируете то, что у вас получилось. Видно, да? То есть вот таких деталей, там вот ее красный нос, или бывает там постактно какие-то краснота, фиолетовость вот на лице, вы можете не полностью убрать, потому что полностью убрать красиво, шикарно, натурально может только профессионал в фотошопе, но вы можете сделать много для того, чтобы ваше портфолио стало таким вкусным, знаете, красивым, когда вы на него смотрите и сами радуетесь. То же самое с носом, вы делаете подбор, выбираете вот участок кожи, где вам нравится, и делаете закрасить, чуть-чуть смягчаете, вот эту красноту убираете, пока, до тех пор, пока нос не станет там приемлемого цвета. Я сейчас выбрала не там, видите, и он стал какой-то коричневатый, но я просто быстро показываю. Я уверена, вы справитесь. То же самое, вот смотрите, нижняя часть лица неприятного какого-то коричневого цвета, тоже выбираете поближе к зоне. Если что, вы можете на палитре выбрать тоже ползунком, может быть, цвет, который вам больше нравится. И вы выбираете закрасить и меняете оттенок подбородка ее, потому что он какой-то красноватый был в этом случае. Все. Так, ну, я думаю, да, я тут что-то разошлась. Вы можете и замыть задний фон, и обрезать, и убрать красные глаза. Короче, очень много в этой программе. Ухожу, сейчас покажу еще одну быстро прикольную вторую программу. Где она? Вот Snapseed. В этой программе мне понравилось, знаете, что Snapseed она называется, эта программа. Где она? Портрет. Вот эта штука прикольная. Если вдруг вы сфотографировали немножко неправильно, она волшебная. То есть тут можно лицо поворачивать немного, не сильно, но как бы без фанатизма. То есть если вам нужно, не знаю, зачем вам это может быть нужно, но самый прикольный инструмент, сейчас я его найду. Точечно, это вот он или нет? Да, вот это он. Это когда вы какие-то
проблемы кожные, я выбрала инструмент, нам написано было точечно, и вы проблемы кожные удаляете вот так одним движением, допустим, прыщи. То есть в программе Facetune это такая геморройная функция, там надо навести на прыщ, навести на здоровый кусок кожи, и он как бы заместит. А здесь, видите, просто вот прикоснулся вот таким движением, убрал всю гадость, которая там где-то есть, какие-то прыщи, волосы. Это удобно делать, если, ну тут не очень четко, но когда усы, их вот такими вот движениями поудаляли. И все. И никто не обсуждает усы вашего клиента, и ваш клиент счастлив, что вы его выложили, и говорит подружкам: смотри, вон я какая красивая у нее, делай у нее процедуру, она сделала меня красивой. А это всего-то навсего Snapseed. Ну и приложение для, я уверена, вы в нем разберетесь, оно интуитивно, это Canva. Это тоже очень простое приложение, в котором вы можете для любой соцсети, здесь куча шаблонов, просто миллион шаблонов, вы можете, допустим, для Инстаграма выбрать любой, подставить свои. Здесь есть платные, здесь есть бесплатные какие-то прикольные дизайнерские штуки. И я вижу, что очень многие опытные мастера им пользуются, но почему-то я вижу, что новички даже не знают о нем. То есть вы берете, подставляете, выбираете фотографии, подставляете тексты какие-то красивые, все это можно менять, и размер, и цвет, все подгонять под свой стиль. Ну, короче, невероятное количество классных постов потом делать в своем Инстаграме или в Фейсбуке, или где вы там выставляете свои работы. Короче, просто эти программы качните, они бесплатные, там есть платные функции тоже, но делайте красивыми свои работы. Так, я еще хотела сразу, пока у меня планшет в руках, и сейчас у нас следующий слайд какой? Там мы уже... о коллажах, да? Смотрите. Про коллажи. Миллиард коллажей безобразных. Не делайте коллажи, которые не несут информацию. Ваш клиент либо хочет увидеть красивую картинку, либо он хочет увидеть информацию, то есть что было до, что было после. Поэтому это либо художественное фото, где глаз воспринимает нормально лицо и симметрию, допустим, и либо просто красивую картинку, либо это до-после в одинаковых ракурсах. Все просто. Это либо 3/4, либо это 2 брови прямо в одинаковом ракурсе и не завалено, то есть выровнены по горизонтали. Много не буду говорить. В принципе, вот это неудачные коллажи, неправильные, на мой взгляд. А следующие это правильные. То есть это просто. Это реально просто. Как оформить Инстаграм, вы уже там сами разберетесь, но делайте информативные коллажи, и ваши клиенты будут вам говорить спасибо, потому что им просто все понятно будет. Что там у нас? Да. Ну и если портрет, то вот видите примерно, как изображены девушки. Да. Не будем долго, я разболталась. Прошу прощения. И что там у нас дальше? Все, это последний коллаж. Сейчас у нас 5-минутный перерыв, и дальше мы начинаем смотреть процедуру и отвечаю на ваши вопросы параллельно с процедурой. Хорошо? 5 минут. Ну что, мы вернулись, а вы вернулись. Я смотрю, тут какого-то скандалиста заблокировали. Ладно. Ну что, поехали. Сейчас я вам показываю видео, и параллельно я начинаю отвечать на все ваши вопросы, которые касаются только бровей в растушевке. Никаких других, пожалуйста, не задавайте, не тратьте время, потому что среди этого огромного количества вопросов я должна увидеть те, на которые стоит отвечать. И мне надо не повторяться, я помню. С прошлого вебинара мне надо не отвечать дважды. Все, давайте включаем модель нашу. Тут девочка с очень жирной кожей, такой рыхлой как раз, и с ужасными бровями. И вы можете посмотреть, как я рисую эскиз. Я рисую так, наверное, в 9 из 10 случаях я как бы просто восстанавливаю бровь. Я ее
дорисовываю в тех местах, где, на мой взгляд, она должна быть, чтобы создалась форма. Ну вот в этом конкретном случае брови, они такие совершенно бесформенные, на разных уровнях находящиеся. Человек их не щипал, в принципе, никогда, и, слава богу, и не знал, что с ними делать. Я пользуюсь теми же самыми точками, нашими критериальными точками, просто я не рисую вот такие вот простые прямые линии, как вчера показывала Женя. Так тоже можно, так тоже очень быстро. Просто это вот моя привычка, вот рисовать так, потому что я люблю отойти на пару шагов назад и посмотреть, как меняется лицо клиента. Лично я могу воспринимать лицо клиента только прям с эскизом. Полосочки для меня сложны в восприятии. Единственное, я рисую очень легко, очень прозрачно, так, чтобы клиент мог как бы встать и уйти от меня, как будто это макияж, и было с ним комфортно, чтобы ему. Если вдруг у вас тяжелая рука, и вы не можете рисовать прозрачно, то в таком случае лучше рисовать полосочками, потому что тогда клиент согласится на ваш эскиз быстрее, скорее всего, чем если очень ярко, черно нарисовать какой-то странный эскиз. Даже натягивая кожу во время рисования эскиза, я ставлю пальцы по критериальным точкам. У нас они в головке А и Б и в изломе. Это А1, Б1. Ну и в хвосте точка С. То есть если я рисую в хвосте, я ставлю сразу параллельно на излом и на хвост и приподнимаю или натягиваю кожу, допустим, если мне это нужно. Если я рисую тело брови, если кожа, допустим, возрастная, морщинистая, то я ставлю сразу два пальца и как бы слегка натягиваю кожу, выпрямляю ее и немножко иногда приподнимаю излом, чтобы, знаете, как когда поднимаешь излом, ты сразу четко видишь направление, тело брови идет вверх, хвост брови идет вниз. А если только ставить в правильную точку, в районе предполагаемого излома, и тогда и рисовать проще, потому что чаще всего там максимально высокий пушковый волосок – это ваш ориентир, где находится излом. И, соответственно, от излома вниз просто на сужение, стараясь захватить как можно своих волосков больше. Иногда я рисую сначала, не глядя даже на лицо, я просто пытаюсь нарисовать классическую бровь полупрозрачно и отхожу на пару шагов, смотрю, нравится мне лицо или не нравится. То есть это один из способов, но опять я постоянно, сравнивая между собой брови, ориентируюсь на точки, которые у меня в голове. Я просто их не рисую на коже. Если вам тяжело, то вы можете пользоваться нитками, чтобы вот эту горизонталь отследить, понять, на каком уровне брови находятся слева и право, они на одном ли уровне или нет. Куда хвосты смотрят ваши, в одном ли месте они заканчиваются слева и право. Обычно я ставлю пальцы просто, использую пальцы, когда пытаюсь найти высшую точку в изломе, либо в хвостике. То есть я ставлю палец и смотрю на расстояние между глазом и пальцем. И ставлю палец на такое же расстояние между глазом и пальцем с другой стороны. Это мой способ, и он работает. Я рисую эскизы чаще всего прям очень быстро. Щипаю волоски я, конечно, с согласия клиента, всегда с одобрения. Вы не можете начать щипать волоски, не спросив, потому что вдруг он их растил полгода, и каждый любит, халит и лелеет. Я могу ускорить, если нужно, но, в принципе, пока могу поотвечать на вопросы, пока я там рисую эскиз. Максимально легкими линиями. То есть иногда я ставлю вот сюда в центр, прям вот где эта линия, у меня центральные пальцы, и одновременно с одинаковой скоростью вот так раздвигаю их, если сложный случай. То есть если я делаю это с одинаковой скоростью, то они у меня, когда я становлюсь, будут в одинаковых точках. И тогда я ставлю точку, когда дойду с левой стороны, допустим, до излома, а с правой стороны излома еще нет, он еще не нарисован, я ставлю точку и потом просто эти точки соединяю между собой. Плюс иногда, когда мимика очень активная, если пальцы поставить и немножко надавить, как бы расплющить эту мышцу, то лоб расслабляется, все становится на место, потому что иногда приходит клиент, у него вот всегда вот так, и только ботокс сможет выпрямить это, но вы же не будете под вот эту мимику подгонять вторую бровь, удалять ее и поднимать выше. Нет, вы должны найти площадку для бровей правильную, для того, чтобы расположить бровь в правильном месте, и, скорее всего, вам нужно будет в таком случае отправить клиента к косметологу, чтобы он
уколол ботокс и выровнялась эта асимметрия. Так. Скажите, пожалуйста, если кожа очень чувствительная и кровит, анестезия не помогает. Если кожа очень чувствительная и кровит, то есть вариант, что у вашего клиента либо там препараты какие-то он пьет, либо критические дни. Если это исключено и просто такая кожа, то, еще раз говорю, самое действенное средство – это когда вы замедляете машинку и делаете такие очень неспешные, аккуратные движения. Кожа травмируется минимально, и у вас кровить она будет прям гораздо меньше. Кожа жирная, видите, да, на экране, очень жирная, сальная кожа, толстая, и в таком случае эскиз сохранится только если его фиксировать прям такой яркой линией. Вот эта ручка, она сотрется после там первого же прохода, если ее в один слой нанести. Даже эта ручка, которая иногда не стирается совсем. Поэтому чем жирнее кожа, тем как бы ярче должна быть линия, то есть вы можете вот так несколько раз пройтись, если будете пользоваться. Плюс еще новичков я учу этой линии критичные точки, которые у нас их всего-то 3, по сути, провести линии от них вверх, чтобы даже если здесь вы размазюкаете, допустим, и потеряете эскиз, то вы будете точно знать, если линию продолжить, где у вас заканчивается бровь или где у вас находится излом. Поэтому, во всяком случае, первое время попробуйте ставить эти точки. Внутренняя часть излома тоже вы можете провести линию вот так по направлению к веку, а внешняя часть излома вверх. То есть это как бы такие ориентиры, стрелочки на места, где у вас вот эти вот основные критериальные точки. Так, отвечаю на вопросы. Про блондинку натуральная платиновая с загаром. Какой пигмент из ваших брать? Скандинавский тип. Но скандинавский тип, они все с тонкой кожей, с холодной. Поэтому если вы мастер, который работает легко, поверхностно, и вы в себе уверены, то вы можете взять холодный русый и поработать прозрачно. Если вы мастер, который новичок, и знаете, что велика доля вероятности, что вы заглубитесь, то вы можете взять теплый русый, потому что чем глубже пигмент, тем холоднее смотрится, и тут у вас вероятность ошибки какая-то, если возможно, вы себя немножко этим убережете. Так, я работаю на Шайен Спирит и Квадрон Блок. Может ли быть причиной более плотного прокраса то, что я работала на скорости 3,5, а вчера услышала от Жени, что она в среднем 7. Слушайте, на скорости 3,5, чтобы вы понимали, чем меньше скорость, тем меньше точек. То есть на скорости 3,5 я даже не уверена. Вы уверены? Потому что на скорости 3,5... А какая максимальная скорость? Просто на этом блоке Квадрон я не работала, не знаю, какая максимальная скорость. Потому что на скорости 3,5 на критикале работать невозможно, это слишком маленькая скорость, поэтому мне бы понять. Вот, допустим, на этой девушке я работала со скоростью 6,5, ну, что-то до 7, не выше. Там я начинаю работать. Смотрите, я вставлю пальцы, это у нас какая сторона получается? Вот это, левая. Получается, я растягиваю пальцами в 2 стороны, но я в самом хвостике только растягиваю подушечками пальца, потому что там еще удобно. Иногда я ставлю руки по-другому, иногда я ставлю руки вот таким образом, когда я натягиваю в одну сторону, в другую и вот так вот штрихую. Но чаще всего я ставлю вот таким образом, то есть это зависит от надбровной дуги. Я ставлю так, как мне удобно, на конкретной надбровной дуге. Начинаю я с середины, как и говорила, как и показывала на латексе, и опускаюсь сначала к нижней части брови, а затем возвращаюсь в середину и поднимаюсь к верхней части брови. Если мне нужно прокрасить очень ярко, то я могу опуститься к нижней части брови и сразу пойти наверх. То есть то место, где я прошла, я как бы дважды его прохожу. И, соответственно, штрихов должно быть много, и они должны лежать прям друг на друге практически, потому что за 10 штрихов вы не пройдете, не оставите за собой уверенный след. Нужно минимум там 40 штрихов на вот такой хвостик. Смотрите, даже стирать нужно аккуратно. Видите, как я стираю? Мокрой стороной только по тому месту, где я работала, только в сторону, либо на себя. Если я это сделаю от себя, то я разведу грязь на той зоне, где я еще не работала, и где у меня мой эскиз, который должен быть неприкосновенным, потому что
повторюсь, даже вот так вот очень ярко обведенная бровь, иногда кожа настолько жирная, даже обработанная антисептиком, все равно не держится эскиз, и вы можете потерять его с одного раза. Поэтому берегите свой эскиз и всегда протирайте таким образом, чтобы не задеть ту часть, на которой вам предстоит работать. Работаю я всегда блоками, стараюсь. Я, так как имею художественное прошлое, а художники не работают такими прям вот блоками, знаете, стабильными. То есть мы работаем чуть-чуть там, потом вот так вот проштриховал, потом маленький штрих. Ну вот лично я так строила портреты. И только, не знаю, на огромных плоскостях, там, где фон закрашиваешь, ты уже такой монотонно блоками там проходишь, да. И я постоянно в себе убиваю вот это желание скакнуть. Даже я, несмотря на то, что я учу, я знаю, что меня смотрят люди, мои студенты, что я должна делать правильно, но рука стремится скакать, по всей брови бегать. Поэтому, если вы хотите фиксировать эскиз с одного раза и после того, как протрете все, видеть хорошо результат вот своей работы, чтобы хотя бы примерно там сохранилась дымка, то вы должны это делать максимально стабильно. То есть, чем вы стабильнее имеете нажим, длину штриха, чем вы ближе кладете друг к другу штрихи, тем с большей вероятностью после вас останется хороший эскиз. Я не работаю на машинке Геонсан и Hurrikan, блок я не использовала, не знаю, какая скорость. Скорость вы подбираете под себя, под свое движение руки. На латексе откатайте, как у вас лучше всего ложатся точечки вот эти, чтобы они были такие рассеянные, чтобы вы могли их контролировать, и работайте с такой скоростью на клиентах. Причем иногда на коже я меняю скорость в зависимости от того, как она себя ведет. Поэтому нету универсальных каких-то рекомендаций по скоростям, нету. Какая кожа, какая машинка, такая и скорость. Так, расскажите, пожалуйста, про работу на шрамированной коже на бровях. Ну, я говорила вчера про шрамированную кожу, вы пересмотрите, когда первую часть увидите. Рисует эскиз лежа, там на обучении-то категорически запрещали только в позиции сидя. Я не рисую эскиз лежа никогда, я рисую эскиз сидя, чтобы оценить, как выглядят изменения в лице, как это идет, не идет. Плюс, когда лежа клиент, у него часто расползается лицо и все меняется, поэтому лежа рисовать как эскиз я вообще не понимаю, никогда этому не учила и сама так не рисую. Обвожу я лежа, потому что я уже четко вижу границы и ничего там нарушить не могу. И то перед началом работы я обязательно сажаю. И Женя вчера на этом делала акцент. Я сажаю и смотрю, правильно ли я обвела, потому что даже доля миллиметра имеет значение. По низу вы долю миллиметра захватили, а по верху упустили, и все, ваши брови уже не симметричны. Так, идем дальше. Что я там делаю? Ну, на видео вы видите, это одинаковая работа блоками. И чем ближе к головке я приближаюсь, тем более я рассеянные кладу штрихи, потому что мне там яркая плотность, яркая яркость не нужна. А моя яркость должна сосредоточена быть в месте, где начинается пучок. Видите, основной, в середине примерно брови, и создать хвост. Причем здесь довольно ярко и часто и густо растут свои волосы, хоть и очень некрасивой формы бровь. И, по сути, мне нужно было в этом случае создать форму и очень воздушно создать форму головки, чтобы потом просто в будущем себе эта девушка не портила брови, выщипывая их не там, где нужно. То есть форма для нее нужная. Ну и изломы у нее были в разных местах, изломы и потерянные. Потом, если вдруг вы прошли, допустим, и понимаете, что где-то вы скакнули или пропустили, вы можете всегда вернуться и начать следующий, прежде чем начать следующий блок, закрыть какие-то пробелы в том месте, где вы прошли. Я купила картриджи квадрона единицы 0,35. МТ, ЛТ. Я, честно говоря, даже не знаю, чем ЛТ от МТ. Это medium type. Это long type и medium type. Выбирайте medium всегда. Если long, то просто работайте самым кончиком иглы. А так, в принципе, и те вы особой разницы, я думаю, не заметите. Расскажите про аллергиков. К сожалению, их количество растет в последнее время. Как проводить аллергопробу?
На самом деле аллергопробу проводить может только доктор. Делать вот эти надрезы, наколы какие-то еще. Существует мнение, что пигменты гипоаллергенны, потому что это там, минеральные вещества, которые в принципе аллергию вызвать не могут. Но аллергию могут вызвать какие-то компоненты, связующие вот что-то в этих пигментах. И даже не всегда производители показывают весь список того, что они использовали. Если у клиента аллергия на, допустим, анестезию, то он вам об этом сразу скажет, потому что это смертельно опасно. На пигмент я, честно говоря, прям вот аллергии не встречала. Я слышала, что бывает она, что начинает чесаться кожа, допустим, от татуировок или там от каких-то губных пигментов. Говорят, что самые аллергенные красные цвета. Аллергопробу, я не знаю, вы можете просто взять и на сгиб локтя, как краску для волос рекомендуют, втереть где-то там какие-то определенные места, где очень тонкая кожа, просто втереть. Рисовать где-то за ухом, ну я такого ни разу не делала, лично в моей практике не встречала я аллергию на пигмент. Аллергию на ингредиенты анестезии, вы понимаете, что вы просто не можете работать либо без анестезии, либо использовать ту, на которую нет аллергии. Так. Я работаю почти всегда на себя, да. Иногда, когда кожа, тут вопрос просто я прочитала, то есть мое движение вот такое, оно на себя. Я на губах и на веках работаю в две стороны, но это потому, что эти зоны, они как бы вот такие выпуклые, выгнутые. Но вот лично мне с моим коротким штрихом удобно работать только если мой штрих на себя. Допустим, Женя любит работать в две стороны, более того, она уже давно не работает по-другому. Поэтому вот у нас такие разности, особенности в работе. Ну, смотрите, я прошла, получается, стерла бровь, первый проход. Видите, головка полупрозрачная. Там есть небольшое количество пигмента, но оно будет видно только после анестезии. И линия красная, смотрите, почти ее уже нет после первого прохода, но тем не менее она все еще видна. И когда головка вот такая, смотрите, у нее такие пучкообразные соединения волосков по верхней части и такая проплешина по нижней. То есть мне нужно будет создавать форму головки очень аккуратно, чтобы не сделать ее такой яркой и тяжелой, потому что, в принципе, лицо молодое, ярких красок в нем нету особо, и как бы тяжелые широкие брови ей не нужны. А так как я знаю, что кроющая способность наших пигментов высокая, мне нужно в головке положить прям полупрозрачно максимально, и я буду к ней подходить аккуратно. Я прохожу опять с хвоста, начинаю, видите, и если вдруг мне, вот тут на видео может быть не видно, но там кое-где какие-то пробелы есть, и я иногда локально закрываю их, как бы, чтобы за мной оставался такой максимально равномерный след, потому что рука так или иначе, мы не машина, у всех скачет. Где-то, может, с нажимом ошибся и пробел получается. Может быть, где-то в коже уплотнение какое-то было и там яркое, наоборот, пятнышко легло. Короче, вот это все вы должны внимательно смотреть на свою работу. Если вдруг там идеально легло все, то вы просто так же равномерно усиливаете. Если там что-то пятнистое, бывает и такое у всех, даже у опытных мастеров, то вы сначала проходите по пустотам, а потом равномерно усиливаете. Понимаете, да, что если вы пройдете по пятнистому, равномерно усилите, уже почувствовав кожу, то велик риск, что вы усилите темное, и пустое все равно останется пустым. Поэтому старайтесь всегда, если вдруг где-то есть пробелы, начинать с них. Вы работаете с двух сторон от клиента, а если с одной стороны, с правой понятно, на левой постановка руки. Но, по-моему, вот здесь я буду показывать, как я работаю и с одной стороны тоже. То есть я с двух сторон в основном работаю, но всякие мелкие доделки я делаю, сидя с одной стороны, потому что я вижу лицо, я вижу, что мне вот там надо распушить, вот здесь подтемнить. То есть ты уже как на портрет смотришь и где-то вот там что-то доводишь до совершенства. Поэтому вы увидите дальше, как я это делаю. Скакать по брови. Так. Звук во время работы вы не послушаете, потому что вы слушаете меня. Тут только два варианта, либо слушать меня, либо звук. Но звука было вчера предостаточно, звук в принципе очень похож. И опять звук на каждой коже свой, и на каждой длине штриха он опять свой. Поэтому
знаете, как он был бы полезен вам, если бы вы сейчас послушали, как я работаю на этой брови, а потом сели бы работать на второй. Тогда да. А так, в принципе, звук похож, как будто ты чистишь рыбу, только почище. Так, я подхожу к головке. Смотрите, головка у всех больная тема. И к ней подхожу я крайне осторожно, потому что очень боюсь сделать ярко и глухо. Видите, как я ставлю руку, да? То есть подбородок клиента задран, чтобы я видела хорошо вот эту часть, потому что иначе вам придется туда как бы пытаться залезть, чтобы ваша игла была вертикальна по отношению к коже. Прям вот задран максимально, чтобы видно было хорошо и удобно было штриховать. И по-разному ставлю руки, видите, обратите внимание на постановку сейчас. Мои пальцы растягивают как бы тоже наискосок, как вчера Женя говорила. Подушечка пальца, которая на лбу стоит, тянет своей плоской частью, вот первой фалангой, а второй палец, средний, он тянет вот второй по фалангой, вот здесь, в середине, вот этой костяшкой. То есть таким образом я растягиваю как бы почти в 3 стороны, то есть также по диагонали наискосок. И это натяжение кожи позволяет не падать пальцем в глаз, когда вы вот так пытаетесь тянуть и давите на глаз, но позволяет растянуть сильно бровь и не исказить эскиз, потому что, ну, как бы самый удобный вариант, им уже я пользуюсь давно. Самое главное, как вы помните, не исказить эскиз. Как я понимаю, что я его исказила, это мои линии ровные, нижняя, верхняя, в хвосте они все ровные, хоть и выглядят мягкими. Выглядят мягкими не только потому, что надбровная дуга, лицо все искажение дает моим ровным линиям. Если я вот так натяну в середине тела брови, то мои линии перестанут быть ровными. То есть я ориентируюсь на это. И мои пальцы стоят напротив того места, где я работаю. Видите, да? Если я понимаю, что там недостаточно яркости, или я стерла хорошо и там какие-то пробелы, я возвращаюсь от темного к светлому. Полностью, практически прокрасив темную часть брови, я понимаю, какой должна быть у меня головка брови, потому что она самая мягкая, воздушная и прозрачная часть. Ну вот конкретно в этом случае, потому что иногда головки нужно прокрашивать так же ярко, как и всю бровь. То есть это решаете вы, глядя на своего конкретного клиента. Так. Плохо ли работать с одной стороны? Ну нет, это неплохо. Есть очень классные мастера, которые работают с одной стороны. Это вопрос привычки. То есть если вам удобно работать с одной стороны, вы не теряете эскиз и вам классно, то не надо скакать на 2 стороны. Если я много лет работаю уже с 2 сторон, то мне удобно, и всем тем, кого я учила с нуля, они также работают все с 2 сторон до сих пор, даже те, кто со мной уже давно не работают. Поэтому по Геонсану я ничего не скажу, потому что я им работала всего несколько раз, прям реально лет 7 назад, я уже не помню ее. Лена, почему вы подбираете пигменту по цвету волос? А как же тип кожи, как же шкала Фицпатрика? Я почти не обращаю внимания на Фицпатрика, очень такое маленькое, потому что Фицпатрик это цвет кожи, и как объяснить? Мы всегда стремимся приблизиться по цвету к цвету волосков на бровях, либо к чему-то среднему между бровями и волосами, потому что если клиент не испортил себе лицо и, допустим, не покрасился в какой-то безумный цвет волос, который не подходит его цветотипу совершенно, то они перекликаются. Очень много я говорю на вебинаре по колористике про цвета, про выбор оттенков. Как бы здесь сейчас эту тему я поднимать просто не имею времени. Но я себе бы хотела брови, которые подходят по цвету к моим волоскам на бровях. И выбираю я пигмент с учетом толщины кожи и, ну, естественно, цвета кожи. Но цвет кожи в России плюс-минус почти у всех одинаковый. Мы не работаем в США, где он и желтый, и красный, и черный. Поэтому, конечно, там сложнее, там к Фицпатрику больше привязки, чем у нас. Это аппарат, это Шайен, по-моему. Но это не точно, не помню, какой аппарат. Так, машинка Драгон.
Я думаю, Анара, что дело всегда не в машинке. Ну, почти всегда это не в машинке. Это всегда дело в плотности прокраса, сколько вы пигмента внесли в кожу, и в глубине, на которую вы уложили пигмент. То есть вы, скорее всего, очень легко и поверхностно работаете, и поэтому маленький остаток. Работаю квадроном 0,25, 0,35, точка лучше, но при заживлении мне кажется, что расплывается. Какой иглой вы работаете? Я работаю 0,3 иглой, 0,3, 0,35, 0,25 мне не нравится, потому что слишком ей долго работать. Я себе лично не хочу никаких точек на лице, ни на тенях, ни на веках, ни на губах, нигде. Я не понимаю, зачем вы гоняетесь за точками. Так. Поэтому точки расплываются в зависимости от качества кожи, от силы нажима вашего. Смотрите, вот иногда я ставлю руки вот таким образом, то есть этот кусочек кожи, на котором я работаю, он натянут хорошо, и линия ровная, она не искажена. Ну и как бы на свою руку она вот так очень сильно вытягивает наверх бровь. Я ставлю руку рабочую, опираюсь на нее мизинцем. То есть, ну, использую разные постановки в зависимости, то есть если это прям низ брови, то я ставлю всю ладонь, если это середина брови, где мне нужно чуть поплотнее работать, то я ставлю вот так 2 пальца. Если клиент за 12 часов до процедуры пил алкоголь, как это влияет? Ну, обычно не особо это влияет, но просто мы рекомендуем не пить, особенно если это губы, потому что считается, что как бы кровь разжижается, давление поднимается, может кровить больше, и вам мешать работать, и кожа может заживать как бы с более толстыми корочками, потому что вот именно вот выделяется сукровицы больше. Я протираю просто, да, это просто в стакане вода, и все, ничего больше. Пигменты стираются легко, и эти именно. Иногда я использую вазелин, чтобы вот так вот как бы размылить и стереть одним движением. Как искать первых клиентов? Ну, как бы не по теме. Делать хорошие работы, выставлять, вести их в Инстаграм прикольно. Я брови подстригаю крайне редко, особенно после того, сейчас, как мы ввели услугу, вот эта вот химическая укладка. То есть раньше брови, которые вот так висели вниз, они просто, вот это прям кошмар был. А теперь эти брови можно уложить наверх, и они собой заполняют пустоты, это просто шикардос. И их не надо стричь, мы как бы делаем идеальный татуаж, потом укладываем эти брови, и клиент раз в месяц ходит на укладку, и все счастливы, и мы сохранили максимальное количество волосков, поэтому сейчас стараемся не стричь. Расскажите про уход, если сделали брови летом и потом на улицу, как выходить, пользоваться кремом от загара. Но, во-первых, никаких кремов. Крем от загара – это такая штука, там много цинка, и он создает такое ощущение пленки, его потом хочется смыть. Нет, конечно. То есть ваш клиент не должен ехать на активное солнце. Жизнь в городе никак не влияет. Ультрафиолет ничего не сделает с вашей процедурой, не переживайте. Абсолютно такой же уход. Мы не меняем уход в течение года совершенно. Просто они не должны ехать на море и вот так лежать и загорать со свежими бровями. Нет, я не всегда ставлю упор на локоть. Я иногда вот так вот упираюсь, и рука у меня на весу. То есть на растушевке это не так важно. На волосках я всегда ставлю локти, стараюсь быть максимально стабильно, чтобы рука не дрожала. Блин, по-моему, это машинка, которую нам дали на тест. У нее нет имени, просто нам привезли с завода машинку. Я не знаю, ее еще невозможно купить. Она, да, это, видимо, она, это не Shein. Она работает на волосках хорошо, на растушевке хорошо, и сейчас она просто тупо на тесте. Поэтому, ну вот, просто машинка, она очень похожа на Shein Pen внешним видом и поведением. Так. Как подобрать пигмент, я много рассуждала на вебинаре по колористике, поэтому вы можете посмотреть его. Так. Я не работала никогда пигментами Амея, поэтому ничего вам про них не скажу. Если головка искусственно выдернута и брови широко расставлены, как сравнять голую часть головки и оставшуюся волосатую часть брови? Насколько это рационально делать, искусственно дорисовывать правильную форму брови? Если там вообще прям жесть и катастрофа, то вы можете работать на небольшом расстоянии от того, что осталось.
И постепенно, я так делала просто, и постепенно, когда говорить клиенту, чтобы она отпускала все возможные волоски, и постепенно, там раз в 3 месяца она к вам приходит, и вы делаете еще чуть-чуть шире, в зависимости от того, как бровь заполняется. Если там прям видно, иногда бывает аж как бы синева под кожей, видно, что там много волосков под кожей, да, и только возможности они вырастут, то вы можете сделать прям форму, и она будет отращивать в течение там 2-3 месяцев свои волоски. Но просто чаще всего волоски на перещипанной брови отрастают реально от полугода, то есть реально долго, полгода, год. То есть за это время ваш татуаж побледнеет. Поэтому если у вас яркий пучок, вы можете создать красивую новую форму, плотно прокрасив, ну, естественно, с дымчатыми воздушными границами. И примерно в течение полугода-года ваша клиентка будет отращивать волоски, потому что сначала они вырастают там на большом расстоянии друг от друга, они вот так торчат вертикально, потом они, когда становятся длинными, они ложатся и создают собой форму. И нужно даже говорить клиентам, чтобы они отращивали волоски, которые в районе миллиметра вокруг, потому что часто они ложатся и создают форму, и они все нужны. Смотрите, вот я мелкими такими штрихами иногда доделаю. Это не точки. Ко мне приезжали мастера и говорили: ой, я видела, там кто-то точками рисует, пиксели ставит. Нет, это не точки, это вот такие маленькие штрихи. Если вдруг я вижу где-то какие-то маленькие пустоты, где-то не лег пигмент, вот что-то мне не нравится, я иногда вот такими штрихами доделываю. Потому что ну, как бы не бывает идеальной работы. Ты прошел, казалось бы, прям идеально, стираешь, там, бах, какой-то пробел. Надо вернуться его заполнить. Ну, не на всех кожах, скажем так, бывает идеальная работа. Поэтому, прежде чем перейти на вторую бровь, видите, я почти до прям идеального идеала довожу первую, потому что она, я советую вам тоже так работать, она является эталоном для второй брови. После того, как вы закончили первую бровь, садитесь, смотрите, достаточно ли они симметричны по отношению друг к другу, обязательно проверяйте. Вот мы сели, я не стала показывать. И переходите уже на вторую бровь, когда убедились, что все правильно, что у вас основные точки все и насыщенность в том месте, где нужно. Все. И на второй брови, видите, постановка рук уже другая. То есть я натягиваю большим указательным пальцами бровь как бы наискосок и немного вот так в противоположные стороны, для того, чтобы кожа была натянута почти в 3 стороны. Первое движение — это я кладу на лоб руку и всю бровь поднимаю пластом, всю кожу поднимаю наверх. А второе движение — это пальцем в противоположную сторону. И получается, мой весь хвост натянут прям идеально в 3 стороны. Я могу в любую сторону класть штрих. Это очень удобная постановка рук. Ну и мизинцем я становлюсь на палец. Вчера Женя показывала, у нее постановка, она выше стоит, у нее пальцы длиннее, она держит машинку выше, и у нее мах длиннее. У меня пальцы короче, я держу машинку ниже, прям почти возле модуля, и я стою как бы вот так, как на крючке на пальце. То есть иногда в некоторых зонах я поднимаюсь выше, но чаще всего я вот примерно таким образом работаю. Пигмент при стирании дает оранжево-красный оттенок, хотя сам по себе темно-коричневый, оставляет на коже рыжинку. Что это может значить? Ну, это значит, что просто у него очень теплая основа. Ничего страшного, вы просто работаете дальше. И вы должны понимать, что пигменты с очень теплой основой, ими нельзя работать прозрачно, потому что ваши брови могут зажить вот как раз такой оранжевинкой. То есть обычно пигменты, у которых теплая основа, прям красная, должны укладываться в кожу плотно. Покажите, пожалуйста, вашу машину. У меня лобина, очень тонкая игла, страдаю. Ну, я про машину уже сказала. Я думаю, что во всех машинках есть линейки игл разной толщины. Купите иглу потоньше. Локоть у меня почти всегда вот этот либо на весу рабочей руки, либо ко мне прижат. То есть я его фиксирую собой. Иногда я ставлю на плечо клиента, если это удобно. Если это лежит какая-нибудь женщина с большой грудью, то он тогда точно возле меня, потому что туда не положишь, там гора. Так, идем дальше. Спасибо за комплименты вебинару. Анестезия у нас коктейль, да, обычный коктейль. Про аллергию вы должны спрашивать у врачей, у докторов. Вот надо было вчера у Жени спросить.
Я не знаю, бывает ли аллергия. Сейчас аллергия на все. И она бывает даже сама на себя. То есть на аутоиммунные какие-то заболевания, это когда антитела к своим волосам, выпадают волосы, аллопеция. То есть это вот оно, аллергия на волосяные луковицы, по сути. Поэтому, может быть, я не знаю, я сейчас боюсь сказать какой-нибудь парамедицинский бред, поэтому на этот вопрос про адреналин это к врачам. Так как быть, если одна бровь, которую удобно делать всегда, получается ярче, а вторая прозрачнее, головку трудно прокрасить? Но обычно так и есть. Одна бровь удобнее, вторая неудобнее. Выбирайте всегда неудобную бровь. Вот и все. Моя рекомендация, она обычно одинаковая. Начинайте с неудобной, и тогда на удобной у вас уже будет все под контролем. Плюс держите брови в одинаковом состоянии. Это я сейчас имею в виду анестезию. Вчера я тоже несколько раз об этом говорила. То есть ваши брови должны быть в одинаково белом состоянии, потому что вы заиграетесь, красите бровь, которая побелела от анестезии, то есть чуть часть цвета побелела, потерялась, а вторая бровь у вас, вы на ней поработали, анестезия сошла, и она темная, и вы пытаетесь добиться такого же прокраса. Нет, подмазывайте из соображений только цвета, не обезболивать, а только цвета анестезии, чтобы они были одинаковыми. Сустейн я не использую уже очень давно, потому что он очень сильно дубил кожу, мне это не нравилось, а вот коктейль практически не меняет кожу. На блоке критель, как у вас, я работала с бровями 3,5, на латексе отработать на 7. Ну хотя бы до 6 поднимитесь, потому что на 3,5 это же уснуть можно. Неужели работает машинка? Я попробую, мне интересно. Что там, 2 точки в минуту, как она работает? Можно ли замедлить потемнение пигмента после процедуры? Собираюсь на чемпионат, модели стоят очень долго на оценку судьям. Вазелин спасет или тонко намазать? Нет, вазелин не спасет. Это действие адреналина, которое просто проходит. Вы можете стоять рядом с моделью на чемпионате, и прямо когда она заходит к судье, перед этим за минуту помазать ей брови анестезией или адреналином, чтобы они просто побелели и стало снова красиво. Потому что они темнеют, у них появляется краснота, какие-то четкие границы, и судьи не всегда обладают достаточной квалификацией, чтобы оценить хорошую работу, если она покраснела. Блин, но а кто судьи-то, знаете, вечная проблема. Мне недавно попалась, в Питере будет проходить какой-то чемпионат, и там судья, мастер, которого мы выгнали, блин, за низкую квалификацию. Жесть, просто судьи. Короче, ладно, это моя нелюбовь к чемпионатам, я не буду. Так, люблю стирать. Так, после облучения онкологии какое должно пройти время? Вы можете работать с клиентом, который перенес онкологическое заболевание, только после того, как доктор разрешит. Вы не можете сами решать, какой срок. То есть приходит он к вам с бумажкой, говорит, вот, доктор пишет, можно. И вы делаете. Вы не можете брать на себя ответственность. Организм очень ослаблен, и не вам решать, и точно не мне. Поэтому все наши онкобольные, которым мы делаем бесплатно процедуру, у нас эта акция давно уже в нашей сети, они с разрешения врача приходят в стадии ремиссии всегда. С чем связан малый остаток? Он всегда связан либо с плохим уходом вашего клиента, либо с неверным погружением пигмента, ну, то есть вы его не на верную глубину положили, либо с прозрачной легкой работой, когда вы мало его в принципе внесли. Мне неудобно делать упор на мизинчик, это ошибка. Нет, это не ошибка. Должно быть удобно именно вам. Как удобно мне, так неудобно работать кому-то из моих мастеров. И в итоге я показываю, как удобно работать мне, а вы выбираете что-то свое, беря какую-то часть знаний от меня. Вы не должны работать точно так же, как я, это неправильно, потому что я лично сама пробовала работать так, как Женя, у меня не получается. У меня не получается так же легко и быстро махать вот такими полуметровыми штрихами, никак, ни под каким соусом. А мой штрих, какой он был мне удобный, такой он и есть. Поэтому, кстати, классно, когда на курсе, допустим, когда у нас 4 человека на VIP, я беру себе кого-то в помощники, и мастер показывает, как он работает, я показываю, как я работаю. То есть у вас сразу 2 мастера, которые вам показывают свой опыт, передают, потому что учимся мы одинаково, но в итоге идем все по разным немножко дорожкам. Поэтому не обязательно работать так, как я именно. Так.
Немного коррекции, на что обращать внимание, с чего начинать. Но первое, на что вы смотрите, это на форму. То есть, если там нет заглублений, которые надо удалять лазером либо ремувером, то вы смотрите на форму. Если там есть заглубления, которые надо либо менять корректором, либо удалять, то вы начинаете с этого. А если это корректоры, то вы чисто работаете по испорченным участкам, не трогая остальную кожу, и отправляете клиента зажить. Это идеальный вариант. После того, как он к вам возвращается, и у него уже бровь равномерна по цвету, вы создаете новую форму. То есть это тот вариант, если к вам клиент пришел на коррекцию, и у него там какие-то пробелы или что-то по симметрии пошло не так, потому что где-то отвалилось больше, где-то меньше. Вы восстанавливаете форму и, по сути, создаете точно такую же процедуру. Единственное, на коррекции, возможно, удобнее создавать рамочку. То есть вы должны видеть, где вы должны работать, потому что если вы карандашом плотно закрасите бровь, рисуя новую форму, вы не поймете, где у вас там пробелы. То есть, иногда я, допустим, там зависит от ситуации. Я сначала прохожу по серединке, по пустым местам, а потом просто сажаю клиента и полупрозрачно вот этим гелем, который стирается с одного раза, микробрашем, подрисовываю, где мне нужно по форме поиграть. То есть каждая ситуация немножко отличается. Волоски я начинаю с головки, нет. Так, я не буду отвечать прямо на все вопросы. Часть из них отвечена вчера. Я буду брать вопросы, которые еще не задавались, либо интересные. Так, что там я делаю на видео? Ну вот, видите, я примерно так вазелином мазюкаю бровь, чтобы легко, чтобы стерлась, чтобы кожа вокруг была чистая, потому что иногда бывает такое, что пигмент лежит на коже, вы его плохо стерли и думаете, что он там лежит, и потом оказывается, что там его недостаточно, либо вы переярчили в другом месте. Короче, кожа должна быть максимально чистая в моменте, когда вы работаете. Вы, получается, серединки начинаете и пошли вниз, а потом поэтому вверх. Только подключилась, мы уже говорили. Да, я начинаю не с самого кончика. То есть я начинаю, как бы отступив миллиметров 5 от кончика хвоста, потому что вот самый кончик, часто мастера, да и я сама, когда вот так увлекусь, мои штрихи, они ложатся вот так вот как бы зонтиком в одну точку. И иногда вот эта точка крайняя в серединке, самое вот последнее место в хвосте, получается слишком ярким. И поэтому я начала как бы со второго блока, то есть отступаю 5 миллиметров, начинаю со второго блока, и потом выдвигаюсь аккуратно из середины такими вот штрихами, как бы только удлиняю, ну вот эти 5 миллиметров прокрашиваю оставшиеся. Так, в одном из прямых эфиров вы говорили, что отправите сертификат тем, кто выжил из фотобровей на латексе, работает с очевидным прогрессом после этого вебинара. Все в силе. Ой, ну я думаю, что все в силе, да, скорее всего. Просто мы еще не придумали, как правильно сделать с сертификатами. Еще не подумала. Я озвучу. Я думаю, что сегодня подумаю и напишу пост на эту тему. Так, я тоже с двух колористики. По колористике уже готовы вопросы. Вы уже можете приобрести вот этот доступ. На нашем сайте, по-моему, есть, если я не ошибаюсь. Я просто все время забываю повесить анонс. То есть я уже сделала, отдала, уже его оформили. Там блок по колористике, где вы проверяете свое видение, и вопросов, 14 вопросов, на которые вы должны ответить. Если игла ходит как по стеклу, отпрыгивает кожа, что не так? Не знаю, как это как по стеклу отпрыгивает кожа. Но я не знаю, таких ощущений я не испытывала. Я могла сравнить навеки, когда после анестезии, как по стеклу было ощущение, что ты делаешь все, что можешь, а там ничего не остается, просто все стирается. Так, а сколько капель вы расходуете на брови? У нас стандартно 6 капель пигмента, 2 капли воды, 2 или 3 капли воды. Все, как бы здесь у меня еще полчашки пигмента осталось на самом деле. Квадрон без мембраны не опасно для пенов.
Да боже, ну уже прям в маразм не надо впадать. Какая мембрана, ничего там не опасно. Они просто пытаются заставить вас работать своими модулями. Просто чтобы вы покупали их модули для того, чтобы работать. Там нету ничего внутри, ничего туда не попадает. Так, 0,5 иглу я не пробовала, кстати, вполне можно попробовать. Просто чем больше игла, тем больше точка от нее. А я не очень люблю точки. Они логичнее идти от светлого к темному. Нелогичнее. Я выше объясняла, почему. Если вы только подсоединились, послушайте потом в записи. Через полгода после обучения на перманент начала болеть кисть. Слышала про зажатие туннеля. Идите к неврологу. Я думаю, что вам что-то надо изменить с постановкой, либо с сжиманием машинки, либо с самой машинки. Я работаю уже 10 лет, и у меня кисть не болит, и ни у кого из мастеров моих тоже не болит. Так. По волоскам вебинара дату мы определили, это будет 29 июня. Укладку после процедуры сразу мы не делаем, кожа должна восстановиться, мы ее делаем после коррекции. Я по рекомендации уже говорила. Первичка просто не нужна физически. Не нужна, потому что это не больно. Так, если на меньшей скорости пигмент ложится темнее при одном и том же нажатии, что и на скорости быстрее, какую лучше выбрать, удобно на всякой. Выбирайте ту скорость, на которой быстрее укладывается пигмент. Чем короче процедура, тем круче. Если вам удобно всяко, выбирайте то, что максимально эффективно. Случаи аллергии на вторичку были, да, когда поплохело клиентке, но там у нее усилилось сердцебиение, это было действие адреналина скорее, у нее не было аллергии на лидокаин. Вообще аллергики очень боятся всего и очень сильно предупреждают. Поэтому, ну и плюс информированное согласие, мы очень тщательно за этим следим, поэтому так, хотелось бы модель вообще с минимальным количеством волосков. Ну, какая попалась. На самом деле, вчера к Жене должно было прийти 10 моделей, но была гроза и пришла вообще одна. Поэтому что было, с тем работали. Я думаю, что в теории впереди я создам вообще вебинары на каждый вид бровей. На жирную кожу лысую, на жирную кожу волосатую, на жирную кожу с далекими пучками. Раз такие вопросы, значит, нужны такие ответы и показать, как именно работать с такой кожей. Потому что на одном вебинаре просто невозможно учесть все случаи. Что попалось, с тем мы работаем. Так. Если едут на море через неделю после ПМ. Да боже мой, это их проблема. Вы говорите как надо, они решают, они хотят хорошо ухаживать за вашей работой или нет. Если после схода корочек можно мазать, кожа восстановилась, и можно уже и умываться, и мазать кремами. Вообще без проблем. Елена, не учили, не объяснили, как начинать работу в день коррекции, с чего начать, темное, светлое. Я только что об этом говорила. И, видимо, нужен вебинар, где коррекция будет, я поняла. Так, если модель европейского типа без волосков, может лучше первую процедуру делать более светлым пигментом, а на коррекции при необходимости затемнить. Вообще да, знаете как, чем светлее пигмент, тем безопаснее, но у вас может он лечь пятнами, или вы можете заглубиться местами, и если случится так, то вам нужно будет работать тем же самым пигментом. Если будет просто мягенько и прозрачненько, и в общем устраивать вашего клиента, то не проблема взять другой, чуть более насыщенный цвет на коррекции, вообще не проблема. Я начинаю иногда слева, иногда справа, для меня нет разницы. Иногда я работаю по очереди, на волосках я работаю по очереди, на бровях чаще всего я почти полностью заканчиваю одну бровь и начинаю вторую, и потом возвращаюсь на первую, если там есть какие-то мелкие доделки, если мне хочется чуть сильнее распушить границы, допустим, или какие-то пробелы я начинаю видеть. Я не кладу никаких клиенту подушек никуда, потому что мне, честно говоря, плевать на удобство клиента, мне надо, чтобы было удобно мне. Что надо будет подушку поправлять и командовать? Когда такие приходят, я говорю, нет, никаких подушек. Еще ладно под ноги, потому что там меня не интересует, но под голову, под шею, ну вы прикалываетесь. Я голову верчу как хочу, мне должно быть удобно, а ей подушка будет мешать.
Так, про заточку игл. Да, ну, как бы мне все равно. Это текстурированная игла или пулевидная – это вообще разные вещи. Текстурированная игла – это игла, которая вся в мелких зазубринах. Посмотрите, сейчас я работаю в головке наискосок. Я периодически, в зависимости от удобства, ну, совмещаю методы. Могу на одной брови работать наискосок, а на второй не работать. То есть главное, чтобы результат был похож. Если вдруг у вас разный результат получается от работы наискосок, особенно в районе контура, то вы должны обязательно работать в одинаковом стиле слева и справа, иначе одна бровь будет более плотная, другая бровь будет какая-то более воздушная или с размытыми границами. Поэтому старайтесь работать максимально похоже. Но можете посмотреть вот у меня, что можно и так, главное контролировать результат. На этой модели я работала нашим русым холодным. То есть он холодный называется, но он достаточно нейтральный такой, просто заживает прохладным, потому что у нее волосы такие с серинкой и довольно яркие пучки свои. Как бы я русым теплым не приблизилась бы по насыщенности, и русым теплым я не смогла бы положить прозрачную дымку в головке и по верхнему контуру, как я задумывала. Что будет, если сработать просроченным пигментом? Расскажете? Не знаю. Я думаю, что это как с лекарствами просроченными, то есть там всегда закладывается какой-то еще срок, чтобы не испортился, ну, чтобы не траванулись, потому что спустя там неделю, 2 или месяц, я думаю, ничего. Спустя пару лет, я думаю, что он засохнет, расслоится так, что вы не смешаете. То есть, ну, не покупайте много пигментов просто, и все. Покупайте там пяток, вот как у нас, смотрите, вот это наши пигменты, их 5. И больше не нужно на самом деле. Их можно между собой мешать, но и это не нужно на самом деле, потому что вот этих пигментов хватает, чтобы работать на абсолютно всех цветотипах и волосках, существующих у людей. Так. Коктейль хранится столько, сколько хранятся в открытом виде ингредиенты. Учитесь анализировать. Если вы смешиваете адреналин, лидокаин и фенистил, откройте этикет, откройте аннотацию, увидите, как должен храниться в открытом виде самый короткосрочный из ингредиентов. Скорее всего, это адреналин. Мы не храним больше суток, потому что у нас просто кончается он. Но говорят, что хранится в холодильнике там, в районе недели. Но как бы он стоит настолько дешево, что я не вижу смысла его хранить. Так, о коктейле есть бесплатное видео на YouTube на нашем канале, смотрите. Есть еще видео на онлайн-мастере, подробное, как смешивать, прям я показываю. Так. Что там? Ну, видите, да, работа в общем и целом какая-то такая монотонная. Я обычно работаю плюс-минус там в районе часа, как бы это идеальная работа. Если я снимаю видео или какой-то вебинар, я могу еще 3-4 часа работать, потому что это все всегда стрессово. Если это какая-нибудь подружка, то тоже страшно и долго. Если это просто там клиент, за которого ты не волнуешься, то час-полтора – это нормально для процедуры, с учетом того, что поговорили, нарисовали, совещались, узнавали, какие особенности там, организма у клиента и так далее. Учили мазать вазелином в постуходе. Я озвучила постуход. Это неправильно, да, не мажьте вазелином, не нужно. На губах нужно, на бровях не нужно. Анестезию я намазала и сразу начинаю работать, потому что она срабатывает вот прям моментально. Если нужно подождать реально того, чтобы она побелела, кожа вокруг, то можно подождать минуты 2-3. Так. Подскажите, в чем разница растушевка и пудровая техника, чем отличаются в технике работы? Давайте я последний раз скажу, что у нас есть на бровях 2 техники работы. Это волоски и растушевка. Растушевка называется у миллиона мастеров миллионом разных названий, потому что им нужно как-то выделиться на всевозможных конференциях, как-то продать свою технику. Это и амбре, и пудра, и стардаст, и звездная пыль, и всякая хрень, короче, и флаффи, и там, короче, как только не назовут, лишь бы выделиться. Нету разницы. Это растушевка, которую вы укладываете в зависимости от нужной вам и вашему клиенту насыщенности. А на самом деле, как я показывала в
в одном из слайдов, где законтуренные жуткие брови, так работают только непрофессионалы нынче. То есть, допустим, там 3-5 лет назад работали так почти все, и даже там наши мастера делали такие же плотные какие-то брови. Сейчас это просто моветон вообще. Все, так не работают нормальные мастера. Если вы так работаете, то вам надо срочно переучиваться. Поэтому абсолютно все это растушевка. И называйте как хотите. Если вашим клиентам нравится пудра, то пишите пудра. Так. Я никому не даю рекомендаций по поводу машинок. Вы должны сами выбрать. Если я вам скажу то, что нравится мне, не факт, что понравится вам. Выбирайте просто то, что работает с дюзой, чтобы это было максимально безопасно для вашего клиента. Гель из ручки, вы просто берете пасту гелевую, с нее снимаете носик и вот так вытряхиваете, и все. По корректорам в видео о колористике, в моем вебинаре по колористике прям очень много. Все вообще, у вас не должно остаться вопросов после этого вебинара. Про контур мы говорили вчера и показывали, поэтому в первой части вебинара вы увидите, когда будете в просмотре. Все машинки с иглой дюзой опасные, если не опасные. Я думаю, в руках мастера, который работает то вот так ее держит в рабочем состоянии, опасны все машинки. А в руках некоторых мастеров опасна вообще в принципе эта профессия, потому что не соблюдают правила септики, антисептики, и там перекрестное заражение и все прочее. Поэтому очень много зависит от мастеров. Сколько проходов должно быть в среднем, насколько в штрихе выдвигаемся вперед, сколько капель в среднем уходит на брови. Все вопросы написали. Проходов должно быть столько, сколько вам нужно для достижения насыщенности нужной. Идеальный вариант – это первый проход, когда вы зафиксировали форму, второй проход, где вы расставили акценты, то есть распределили яркость в нужном вам месте. Сколько у вас в итоге получается, или у меня, или у какого-то другого мастера, это каждый раз на каждом клиенте свое количество проходов. Если мне нужна большая плотность, то можно выдвигаться, смотрите, вот это блок, я выдвигаюсь вот так на 1/3. И каждый раз я выдвигаюсь вот так на 1/3. Если это прозрачная растушевка, то я соединяю блоки воздушным краем. Да, по колористике тот, который платный. Есть еще и бесплатный, вроде как на YouTube, там тоже много информации. Если вы видите, что заглублен один небольшой штрих 0,5 мм, то не обращайте на него внимания просто. Если там реально какая-то фигня, пара точек, маленькое пятнышко, просто когда вы уплотните все вокруг, он сольется. Но теоретически вы можете по нему локально корректором поработать, если там что-то маленькое, и дальше работать на этой же процедуре. Я имею в виду, отправлять нужно на коррекции заживать, когда это большая площадь, корректируемая вами, или вся бровь, которую нужно корректировать. Если это малюсенькое пятнышко, то можно его пройтись корректором и потом работать, как бы не обращая внимания на него. Ага, 3 минуты до конца. Ну, смотрите, я тут уже делаю мелкие доделки, я скачу с одной брови на вторую, сравниваю их, потому что я смотрю на лицо клиента, видите, я не переезжаю, и немножко, видите, на той дальней брови по-другому ставлю руки. То есть задача всегда простая, вот натянуть так, чтобы не исказить, и как бы в ширину. То есть если надо там где-то какие-то пятнышки закрыть или распушить границы, тут уже нет смысла прям переезжать. Вы можете это делать прекрасно и с одной стороны. А можете, в принципе, всю процедуру делать с одной стороны и штрихи класть вот таким штрихом вот на себя. Как бы. Есть мастера, которые отлично работают. Зачем в воду добавлять пигмент? Наши пигменты – это татуировочные миксы, они очень концентрированные, очень яркие, поэтому мы добавляем воду для инъекции, она стерильная, для того, чтобы концентрацию снизить. Хотела бы попробовать претендовать на сертификат, ранее не слышала, что после этого вебинара возможно. Да, после наших вебинаров возможно получить сертификат. На каждом вебинаре свои условия. Как получить сертификат по этому вебинару, я еще не знаю. Но, скорее всего, нужно будет сделать процедуру и ее выложить у себя в аккаунте.
и она должна соответствовать нашим критериям. Но это не точно, я продумаю и сегодня, скорее всего, пост выложу. Почему вы не делаете один проход на одной стороне, потом один проход на другой стороне, и вот так, меняя стороны по одному проходу до тех пор, пока не добьетесь нужной насыщенности? Раньше мы работали именно так. Я могу так работать, но многие мастера, сделав проход с одной стороны, переходят на другую. На той стороне они немножко неверно зафиксировали эскиз, у них уже стерлась гелевая ручка, допустим, и они немножко неверно фиксируют на другой стороне эскиз. Сажают, и у них зафиксированы брови совершенно немножко несимметрично. И как бы, чтобы исключить эту ошибку, там уже ничего не поправишь, кроме как расширять, дорисовывать там с разных сторон. Я ввела правило уже, наверное, года, может быть, 2-3 назад, чтобы делать практически полностью одну бровь, садиться, смотреть, и потом уже делать вторую бровь. Потому что это позволяет избежать ошибок. Так. Видите, я мажу еще раз анестезией, чтобы брови стали одинакового цвета. Это нормально, вы можете это делать, если вы работаете с анестезией. Если вы работаете без анестезии, то они у вас и так одинакового цвета. Помнишь, да? Ну вот, законченная работа, она в меру плотная, в меру пушистая, в головке полупрозрачная. Ну, как бы вот как-то так. Причем эта кожа жирная, и на ней остаток будет прям дымка. То есть я здесь не могла просто работать по-другому, потому что иначе остаток был бы просто нулевой, работа была бы в холостую. Все, тут у меня 250 вопросов, но процедура закончена. Все, включайте. Там еще фотки. Он подвисает, да? Нормально все? Так, что еще? Сейчас у нас еще 5-минутный перерыв. Я охрипла немножко, и я еще постараюсь ответить на самые интересные вопросы, но я смотрю, вопросы повторяются очень сильно, но их очень много, и мне приходится читать вот так вот их подолгу. Поэтому сейчас я повыбираю пяток вопросов, на них отвечу, и мы на сегодня закончим, потому что уже больше 2 часов опять мы общаемся. Пора закругляться. Давайте на перерыв.
ну что? Ну что, я отвечаю еще, давайте, на несколько вопросов. Спасибо вам за комплименты. Я рада, что вам понравился наш вебинар. Так, я тут какие-то вопросы. Я думаю, что, может быть, в районе месяца мы дадим возможность, чтобы сделать процедуру для того, чтобы получить сертификат. Вы не делаете эффект амбре, я думала увидеть эту технику на вебинаре. Инна Марченко. Инна, эффект амбре – это когда один цвет переходит в другой. Эти слова пришли к нам, по-моему, из парикмахерского искусства. Это когда вот эти переливы волосяные. На бровях делать эффект амбре не очень правильно. Вливать один цвет, другой. Я пробовала одно время делать волоски разных цветов. В итоге, когда ты не уверен, что волоски-то заживут идеально, и делать там вот это перелив из одного в другой, это довольно опасно. В растушевке на бровях это тем более не нужно смешивать два цвета, но по сути можно считать амбре это переход от плотного, то есть вот эта цветовая растяжка от плотного к прозрачному. Но в растушевке я не делала амбре никогда, поэтому какой смысл делать его, не понимаю. Так, спасибо всем за обратную связь, супер. Что, давайте, как всегда, по 10-бальной, кому как зашел вебинар. Десяточка. Так, что я еще хочу сказать. Напоминаю еще раз, что для тех, кто прошел вебинар, вам придет ссылка на наш курс «Дистанционный мастер». Если вы опытный мастер, не обращайте на нее внимания. Если вы начинающий мастер, который после этого вебинара, возможно, увидел какие ошибки совершает, то вам этот курс нужен, и проходите его. Потому что этот курс, он именно практический, прикладной, и он научит вас не создавать ошибок, вот всех этих заурядных ошибок, которые получаются на коже. Также я повесила пост о том, что я больше не буду проводить, начиная с осени, VIP-курсы. У меня закрыт сентябрь уже полностью. И в октябре мы поставили какую-то цену нереальную, $15 000. Я понимаю, что она вообще нереальная полностью для россиян. Хотя один из, там, не знаю, 10 приезжает либо из России, либо из ближнего зарубежья, типа Казахстана там, или Латвии, ну вот таких стран. Я не буду вести эти курсы, потому что я уйду в онлайн, я буду снимать очень много и видео, и вебинаров, потому что и мне это интересней, и у меня есть много мастеров, которые жаждут работать с клиентами на обучении, и они очень хорошие мастера, такие как Женя, у меня этих мастеров много, поэтому вы можете бесстрашно записываться на обучение очное. И так как я ухожу из обучения VIP, а у меня обучение это, как вы знаете, длится 9 дней, там от 22 моделей, и месячное обучение дистанционное, очень это сложное обучение. Если вы хотите попасть на это обучение, но у вас не было денег на меня, может быть, или вы, может, не знали, но теперь поздно, то для первых 4, тех, кто захочет, вместо 300 000 это обучение стоит у нас, будет оно стоить 200 000 для тех первых 4, кто сегодня оставит заявки. Вот такое предложение. И давайте мне еще сообщение. Так, спасибо всем огромное за обратную связь. Так, если клиентка пришла на коррекцию и по опыту уже знает, что сукровица льет из нее фонтаном, имеет смысл положить первичную анестезию, чтобы сразу подсушить, так сказать, кожу. Вы знаете, первичная анестезия не влияет на то, чтобы сжались сосуды практически вообще. Поэтому имеет смысл пройти легко-легко, но кожу повредить тем не менее. И затем два варианта у вас есть. Пройти легко-легко, если форма видна хорошо, просто надо усилить цвет, допустим, вы наносите уже вторичную анестезию, сосуды сужаются, кожа становится сухой, и вы работаете как обычно. А если вам нужно прям форму фиксировать, то вы, не обращая внимания на то, что
сукровицы крови сочится много, вы работаете этими идеальными блоками, идеальными штрихами, фиксируете форму, потому что вы просто ее потеряете. И потом наносите анестезию, и где-то уже какие-то мелкие дефекты исправляете. Потому что у меня такое было, и у многих мастеров такое было, несмотря на сукровицу, которая поливает вас там, орошает все, пигмент, тем не менее, ложится все равно. Поэтому, ну вот только так. Вебинар по губам есть. Так. Можно ли разбавлять пигменты для микроблендинга, чтобы использовать их для растушевки? Ну, скорее всего, можно. Я просто не знаю, чем отличаются пигменты для микроблендинга. Они, скорее всего, в виде более типа в виде пасты. Это не значит, что они концентрированы, потому что такие пигменты, как аква, допустим, иногда даже их не вытряхнуть из баночки, они как густая сметана. Но, тем не менее, у них концентрация красящего вещества гораздо ниже, чем у наших пигментов. Поэтому вы можете попробовать их развести стерильной водой до состояния, когда вы будете работать, и машинка будет их подавать. Потому что я помню, что эти пигменты очень густые. Так, да, запомните, пожалуйста, что запись будет через примерно 10 дней. Вижу десятки, говорю 10. Через пару дней. Вот от сегодняшнего дня это зависит от скорости работы Ютуба, не от нас. Он обрабатывает, и тогда мы можем дать всем доступ. Ссылка также придет на почту. Блин, огромное всем спасибо за обратную связь. Я жду от вас также обратную связь в Инстаграм, потому что мне нужна она, чтобы хвастаться и говорить, какая я молодец, и чтобы мои следующие вебинары продавались большему количеству людей. Чем больше людей покупает мои вебинары, тем ниже я могу держать стоимость, поэтому это для вас тоже интересно. Правильно? Потому что я же должна зарабатывать, я люблю деньги зарабатывать. Меня иногда обвиняют в том, что я должна якобы все бесплатно. Раз начала, давай бесплатно, всю жизнь бесплатно. Но нет, я все делаю для того, чтобы деньги зарабатывать. Так, в каких случаях надо удалять, в каких перекрывать можно? Удаляете вы в двух случаях. Если безобразная форма, которая не соответствует критериям качества, ну нашим или вашим, какие там у вас они в голове есть, или если неправильный цвет, то есть это может быть любой оттенок желтого, оранжевого, красного, синего, фиолетового, ну цвет, который не нужен на бровях. По моделям, я думаю, что мы снимем. Этот вебинар получился очень длинным. Он получился сегодня 3, вчера 4, 7-часовым. Я думаю, что вебинар должен идти не больше 2 часов. Допустим, час показывается прям четко работа на конкретной модели, и час отвечается мастером на вопросы. И я думаю, что мы таких вебинаров сделаем много, и они будут посвящены всем видам бровей. Всем видам кож, боже мой, всем, потому что здесь очень много сейчас было информации общей, потому что я понимаю, что вебинар, чтобы вы понимали, купила 1300, что ли, людей, просто смотреть будут его в разное время, и не у всех получилось быть в прямом эфире, но очень много новичков, поэтому он такой объемный. Дальше вебинары я буду делать такие узкие, чтобы прям четко было. Как объяснять клиентам, которым делаешь ПМ, чтобы они приходили через месяц, и они приходят через полгода и хотят коррекцию? Ну, доносите. Это просто, вы можете сказать, это правило. То есть у нас правило, коррекция делается в течение 2 месяцев, обновление в течение от полугода. То есть если вдруг человек к вам приходит до полугода, это значит, вы ему что-то должны сделать со скидкой какой-нибудь, потому что слишком мало, срок мал. Так. Вебинар по перекрытию. Так, новых сообщений 40. Стрелки. Ждем на губах волоска. Спасибо. Всем спасибо. Большое спасибо всем. Ну что, раз тут прям таких вот нету вопросов, я имела в виду амбре, когда совсем от темного к свету, когда вверху совсем светло. Ну, сделаем. Для вот такого амбре нужна сухая кожа. То есть если бы пришла кожа прям такая сухая, тонкая, без пор, на ней бы это было нужно и можно было делать. На этой коже это было бы прям абсолютно на 100% бессмысленно. Вы должны понимать это. Ну, сделаем. Зуб даю. Только я сроков не даю. Так.
Это, Лена, вы упомянули 30% скидку. На какие вебинары это распространяется и в какой период? Речь не о вебинарах, это о нашем онлайн-обучении. Дистанционный мастер и какие-то другие. То есть только о наших онлайн-обучениях. Вебинар – это то, что свежее, новое, оно вот по цене, которая у каждого своя будет. Я не знаю еще на будущее волоски сколько будут стоить, не знаю. Если при работе R единицей выступает кровяная роса и сукровица, это признак заглубления. При работе иглой 3 кровяной росы нет. Игла единицы считается самой травматичной. И тройка – это 3 иглы вместе, и она как бы, там другая техника совершенно. Вы такие какие-то движения совершаете не такие резкие, и вполне возможно, что по-разному ведет себя кожа именно от игл. Но так как я тройками не работаю, я вам и ничего не скажу. Пардон, сорян. Ну что, 9 поставили, но из-за того, что вторая модель далеко снималась, а вторая бровь вообще была в тени, уже не съемка отличная. Ясно. Спасибо, учтем. Наталья. На машинке Шайен можно делать все зоны, да. Единственное, на губах от Шайена чуть чаще бывает отек. Ну, все, давайте тогда прощаться. Я, в принципе, видимо, ответила на все вопросы, потому что новых вопросов не насыпалось. Насыпалось просто оценок. Так. Про Liberty аппарат я не знаю ничего, я не работала им, извините. Пришлите мне на тест. Я не хочу больше покупать аппараты, которые лежат у меня на складе. Я думаю, что все дело, то есть есть машинка XCF, когда я на них работала, на этих машинках, у меня тоже получалась дымка, и зависит от скорости движения руки. Если ваша машинка очень быстрая, вы должны очень быстро махать рукой, чтобы ваши точки находились на расстоянии большем друг от друга. То есть, значит, ваша машинка, она как лайнер и кладет плотно. В этом дело. Так, спасибо, спасибо. Ну все. Все. Вопросы повторяющиеся. Мы отвечали на них в течение этого вебинара и в первой серии. Все, всем спасибо за просмотр. Я надеюсь, вы все придете ко мне на следующий вебинар и на все остальные. И еще расскажете обо мне своим подружкам, чтобы ко мне пришло как можно больше людей, потому что видите, какие у меня хорошие вебинары и отличные цены. Всем спасибо, что вы были со мной. Всем пока!